Ну что ж, как там звук у нас? Все слышно, все видно. Так, стрим, вижу, запустился. Ну что, продолжаем изучение языка методом Comprehensible Input. Нужно просто включать данное видео фоном, как радио. Соответственно, через полгода-год вас ждет успех, и язык будет успешно выучен. Мы продолжаем наше приключение на Золотом береге. Немножко поменялся ракурс камеры. Ну и неудобно теперь работать. This way. Zera's looking for you. Didn't seem too happy. Nothing you did. She's just stiffer than normal. And that's saying something. Тебя ищет Зера, и похоже на неудухи. Не изве, конечно, просто более строго, чем обычно. А это уже о чем-то говорит. Она не сказала, зачем? You know of our botched raid on Magnifica Falora's tomb. But the Iron Wheel is here to recover her missing dowry. So, if we didn't take it, who did? Zera wants answers. She's in the den. Go on, now. Мы потерпели неудачу в гробнице, которой владеет вельможная дама Фалора. Железное колесо все равно ищет ее пропавшие приданные. Если не мы похитили его, тогда кто? Зверь хочет получить ответы. Двигай живее под логово. Она живет там. Хорошо, я встречусь с ней. You know where to find Zera. Always staring at papers in the den she is. Ты же знаешь, где обычно бывает Зера. Иди в логово, наверняка она там бумаги перебирает. Хочу, я хочу. Там все закончилось. А оказалось, еще даже не конец. Ну, тут, нас ждет уже братство с заданиями своими. Может, даже будут чередовать, потому что там следующий квест появляется через какое-то время. Когда уже эти квесты кончатся. Что-то они очень много квестов. Ждет, как называется, нас ждет Skyrim.
Astara needs you in the sanctuary. Прекрасная рачиха по имени Граза с нами разговаривает. Well met, assassin. I bring word from the matron. Какая же она няша. Единственные сотки только ей прикрутили эти пирсинг, клыки и зеленый цвет кожи. А так она очень няша. Чем-то похоже на мою однокурсницу, с которой мы гуляли на курсах менеджера персонала. Рад тебя видеть, убийца. У меня для тебя послание от Матроны. Что хочет Астара гораздо? I don't know the details, but I understand she received word from the Black Hand. I'm sure it has something to do with whatever you and Green Venom Tongue have been up to. What are you waiting for? Get to the sanctuary and see what Astara wants. Я не знаю всех подробностей, но, насколько я поняла, она получила ответ от черной руки. Уверена, это как раз связано с тем, чем вы занимались вместе с зеленым языком. Чего ждешь? Отправляйся в убежище и узнай, что нужно Астаре. Я пойду в убежище и поговорю со Старой. Я действительно... который исполнит все мои желания. Hey, nobody... Oh, John and Jod, a friendly face. For a moment I thought you were another red sales extortionist come to get more blood from a stone. Doesn't take long for pirates to warm up to the idea of tariffs and taxes when they're the ones collecting them. Мы встречаем прекрасную каджитку по имени капитан Джамила. Она говорит: о, Джоуд, лица друга. На секунду я подумал, что это очередной вымогатель за ухо парусов, который хочет с меня стрясти. Пираты быстро осваиваются с налоговыми пошлинами, когда сами их не забирают. А вы, паруса, помогают у тебя деньги? I can abide fees at an honest port, but Anvil presents a non-stop barrage of whatever the governor's lackeys feel like enforcing. Uneven gangplank fees, loose mooring taxes, barnacle inspection. You're not from around here, are you? Я в состоянии покрыть сборы в честном порту. В Анвиле платить нужно за каждый чих, за все, что сберет голову лакеем губернатора. Штрафы за неровный трап, поборы за ослабление швартовы, осмотры днища корабля на предмет кляпцев. Ты ведь не здешний, не так ли? Нет, я не из Анвила. Care to help me turn the tide on these crooks, then? I happen to know that their swindler of a dockmaster doesn't trust his gold to Anvil's banks. If you help me pay the fool out of his own pocket, you can keep the lion's share of the bounty. Не хочет это помочь мне платить этим мачем той же монетой. Я узнал, что мошенник, именующий себя начальником доков, не доверяет свое золото банкам Анвила. Если поможешь мне заплатить этому болвану из его кармана, я поделюсь с тобой щедрой долей от прибыли. Я в деле. Каков план? I don't know precisely where Kamar hides his gold, but I do know the lazy oaf uses a few trusted lackeys to deliver deposits when he can't be bothered. They often dice on the docks. If you're convincing, I'm sure they'll reveal the location to you. Я не знаю точно, где Камар прячет свое золото, но мне известно, что он ленится даже его доставать, после этого самых надежных преступников. Обычно они играют кости в доках. Если сможешь дойти до них, уверенно, мне скажут тебе, где находится тайник. Well? Another 20 then, unless
Как? Безупречный план. Ярость Ситиса. У нас осталось. Мегабык, что ли, мне нападает? Не, вроде мегабык от меня отстал. Как богатый ресурс. Золотой берег. Так, и что же нам нужно сделать? Так, это скучно. Приезжать по всему все отделы убивать. Это интересно, не решать, просто заходишь там, убиваешь цели и все, не мешает ходить. Вот пока доступен сюжет, наверное, сюжетом займемся. Так, мы встречаем нашу нотку, старую знакомую, Астару, Зрели. Word has come back from the Black Hand. It's time to do to Lyra Viria what she did to her brothers and sisters. It's time for the Black Dragon to die. Черная рука приняла решение. Пришло время поступить с Лирой Вирией так же, как она поступила с нашими братьями и сестрами. Черному дракону пришло время умереть. Ты хочешь, чтобы я убил черного дракона? Вот не люблю, когда такие вопросы задают наши герои. No. Due to his seniority and knowledge of the target, that honor's been bestowed upon Green Venom Tongue. He's already tracked Lyra to Night's Grave and is preparing to strike. I have a different task in mind for you. Нет, право старшинства, а также потому, что зеленый ядовитый язык лучше знает цель, эта честь выпала ему. Он уже посадил за Лирой до рыцарской могилы и теперь готовится нанести удар. У тебя есть другая задача. Чем могу служить, Матрона? I want you to follow Green Venom Tongue and make sure the deed is done. I don't doubt his loyalty, but they were friends once. If he falters in the slightest, it will be his blood that stains the ground. No matter what, the Black Dragon must die. Я хочу, чтобы ты отправился вслед за зеленым ядовитым языком и убедился, что дело сделано, и не ставлю под сомнение преданность. Но когда-то они были друзьями. Если он поколеблется хоть на мгновение, землю окропит его же, уже его кровь. Чтобы не случилось, человек должен умереть. Если зеленый ядовитый язык не убьет Лиру, это сделаю я. Go to Night's Grave and make sure that Green Venom Tongue succeeds. But if the Black Dragon manages to overcome him, then I expect you to end Lyra and make her pay for betraying her brothers and sisters. Отправляйся в рыцарскую могилу, последи, чтобы зеленый ядовитый язык выполнил свое задание. Но если черный дракон возьмет над ним верх, завершить начатое, убить Лиру, заставить ее заплатить за предательство своих братьев и сестер, придется тебе. Прежде чем уйду, можешь пояснить какие-то детали?
Of course, assassin. What details are unclear to you? Конечно, убийца. Что именно ты хочешь знать? Что такое рыцарская могила? Knight's Grave is an imperial ruin situated near the northwest shore of the Gold Coast. Legends claim it dates back to the founding of the Order of the Hour, but now it's nothing but tumbled stones and forgotten memories. Рыцарская могила — это имперские руины, расположенные на северо-западном побережье Золотого берега. Легенды гласят, что именно там был создан Орден Часа. В наше время от крепости осталось лишь осколки камней и забытых воспоминаний. И что там понадобилось черным дракону? Whatever happened to Lyra after she purified her sanctuary and went to Kvatch, it seems clear that she developed a powerful bond with the Order and their god. Green Venom Tongue believes she's gone there to contemplate her next move. Что бы ни случилось с Лирой после того, как она очистила свое убежище и приехала в Квач, у нее определенно образовалась сильная связь с Орденом и его богом. Зеленый ядовитый язык считает, что она отправилась туда, чтобы обдумать свой следующий шаг. Какова роль Ордена Час во всем этом? The Primate has rallied the Order against us. Between the problems with the Sermonizers and the Chanters, and the revelation that the Black Dragon is the Order's first sword, it's clear that Artorias has a quarrel with the Brotherhood. Примус повернул Орден против нас. Учитывая проблемы с праведниками и певчими, также назначение Черного Дракона первым клинком Ордена, очевидно, Арторий точит на зуб на братство. А если не дашь ли помощь, Арторий убрал своего предшественника? He had no problem performing the sacrament, that much is certain. Artorias is dangerous, but Lyra remains the immediate threat. I believe you have somewhere to be, assassin. Ну, танец он совершил без колебаний, но мы знаем наверняка, Арторий опасен, на данный момент главную угрозу представляет Лира. Полагаю, тебе пора в путь, убийца. Что нам известно о Черном Драконе? Thanks to the efforts of you and Green Venom Tongue, we learned that the Black Dragon is Lyra Viria. Moreover, you discovered that Lyra was a member of the Dark Brotherhood, a silencer who was part of Green Venom Tongue's former sanctuary. Благодаря вашим зеленым драконам ядовитым языком усилиям мы узнали, что Черный Дракон — это Лира Верия. Более того, мы узнали, что Лира была членом Темного Братства, устранительницей. Она жила в старом убежище зеленого ядовитого языка. Убежище, которое ей приказали очистить? Indeed. Perhaps that's where she acquired her taste for killing her brothers and sisters. After the purification, she received a contract to murder the current primate's predecessor, and consequently became Artorias' Black Dragon. Верно. Возможно, именно тогда она вошла во вкус убийств своих братьев и сестер. После очищения ей дали контактное убийство предшественника нынешнего Примуса, а после его выполнения она стала Черным Драконом Артория. На здание войти в рыцарскую могилу. Хабар, выполняем. Разведка зоны, разведка сталкера. Так. По-моему, вот это и есть русская. Мимо нее очень часто проходит. Или
развалины. Не, русские могилы-то в воде. Ура. Который я люблю. Статуя Кавара Мируы. Кавар Мируа, воин-жрец Акатоша, возродил Орден Часа в Кваче 2 и 2E432 в ответ на воцарение императоров Длинного дома. Демонстрированная им преданность и заботливость остаются основополагающими принципами миссии Ордена. Так. Напитки можно подобрать. Статуя Юстии Дестики. Изначально первый клинок Ордена Часа. Юстия Дестика была верной соратницей Кавора и составила строгость Акатоша. 8 качеств, к которым должны стремиться все члены Ордена. В глазах Акатоша она считается второй по рангу посвященной. Такая вот женщина была, Норска, по-моему. Это мужик, по-моему, наргоняне, да? Непонятно. А хвоста нет. Очередной бретон. Статуя Русиона Оуэна. Третьим столпом при начальной группе воинов-жрецов Ордена Часа был Русион Оуэн, который сыграл важную роль в разгроме Ордена Черного Червя, беседующего в Кваче в 2E437. Лично убил 8 культистов и их лидера. Вот такой был герой Скайрима. По-моему, точно ящик. Здесь хвост у него. Нет, я этих хвоста не вижу. Статуя Амина Энти. Сердцем Ордена была Амин Энти, старый друг Кавора и первый интендант организации. Четвертый столб Часового Ордена создал инфраструктуру, благодаря которой рыцари Акатоши всегда были сыты, обладали лучшим снаряжением и являлись самыми хорошо обученными бойцами в Кваче. Так, какая-то цель. Здравствуйте. If you're going to follow me anyway, why don't you come and help me figure out how to open these doors? The matron sent you, didn't she? Wants to make sure I don't botch the kill? Very well. I don't mind the company. Так, я понял. Наверное, загадка в том... These braziers will open the doors, but I haven't been able to figure out the proper sequence to ignite them. Maybe you'll have better luck. This place was once important to the Order of the Hour, back when the group was first founded. These statues are similar to the ones we passed on the stairs. I wonder if that's significant. Все разговаривает, перебивает меня. Значит, это квест. Ярд Ситиса. Maybe it has something to do with their rank or length of service to the Order. Да, я это хочу сказать, хватит не перебивать. В общем, есть эти иерархии этих основателей Ордена Часа. Do you remember which statue you encountered first when you descended the stairs? Хватит мне троллировать, я не помню. И тут надо все выставить в порядке того, как они в порядке старшинства. Король Мируа должен быть первым.
его помощницей. И потом идет это RiO и заход. Заход последний. It worked. Well done. Let's hurry, assassin. They sent you to hunt me down. I suppose that's what happens when all the good assassins have already been eliminated. Lyra? Ah, a shadow. Clever. Very clever. The Black Dragon's using shadows to track our progress. My brother once. Join me and forget your obligations. Join you? I am going to send you to the void, traitor. The pox. It deserves to be destroyed. What lies did Artorias fill your head with, Lyra? Assassin, did you see that? Brotherhood, That the wasn't Order. one of I am Lyra's done shadows. being used, Like Venom. something out of the Just old leave stories me we alone. scared me. I can't do that, Lyra. You brought this on yourself. Turn back! I don't want to kill you! Так, уже пора убираться. Помочь врагам. Follow me and you die, assassin. You can't defeat me. Найти зеленого паука. Так. Значит, Минотавр с драконом. You are a determined one, I'll give you that. You must have really bought into the Brotherhood's lies.
Так. Чуть себе он прыгнул. Драгонайта применил. When they Так, told me рецепт. we were found, then they made me kill them. Заметки. Что, зеленый ядовитый язык помер? I almost had her, but Lyra was always a step faster than me. I saw the wrath of Sithis' assassin. The Dread Father hunts her too. Just like in the old stories, you're the Blade of Sithis. Kill her, and the Dread Father will claim her soul. Так, все, разобраться с черным драконом теперь нужно. What did the Brotherhood give me? Nothing but guilt and shame. Ярость. Сам Ситис направляет императора. The Order, they offered me redemption. But in the end, it was just more lies. And you know whose lies hurt the most? Primate Artorias. Мне интересно, все, Ситис, я говорил все. Artorias isn't as pious as he pretends. You know, he even had me murder his beloved mentor. Ты читал. В тот момент, когда ты прочитал всю библиотеку. Так, это And всё. now I killed Green Venom Tongue too. I wonder, if we betray the Brotherhood, does the wrath of Sithis really claim our souls? Green Venom Tongue challenged me and failed. What hope do you have? Even my shadows are more substantial than you. Now's your chance to impress me, assassin. Show me every flaw, every weakness. If you're the best your sex throw against me, they're already all dead! Not bad for someone who's swinging in shadows. Each of my shadows in respect, I learned one more way to kill you! Мой другой. Primate Artorias manipulated all of us. He led us to this cliff. Will you leap and continue to follow his lies?
I told Artorias the location of your sanctuary. Brema was good enough to reveal it to me before I slit her throat. The Order of the Hour will purify your sanctuary. You cannot stop it. And here we are. I'm ready to die. Let's see if you're good enough to kill me. Я Роситиса нам говорит, не двигаться. You remind me of who I was. That's why I'm going to kill you. If not redemption, then let me have battle. At least in combat, the lies we tell are pure. I'm impressed, Cecil. No! What's happening? Stories were true. Sithis! Have mercy! Так, все, мы знаем теперь, что Сидис, оказывается, Блохаус. Блохаус тащил женщину в ад. Теперь надо бежать нам, это, спасать наше убежище, потому что город часто наверняка атакует уже наше убежище. Надо спасти наших золотых братьев. Могилы. Ну что ж, мы разобрались с злодейкой, женщиной, которая терроризировала Золотой берег и давала работать работягам. Вещи, вербольковые шкуры добавлены в коллекцию. Так, огненный посох Ситиса. Так, что там у нас случилось? Так. Ювелирка, да? Понимаешь, что дальше? Убили. Что делать? Что еще дальше делать? Надо показать быстрее, как это Гордона спасти его. То, может, уже Гордон часто напал. Уже вырезает, зачищает ассасина. Хотя нас ждет воровская гильдия, у нее тоже какие-то проблемы с каким-то кругом. Круг.
Всех пора. Спасаем наше братство. Так, всего 5 хватит. Косточку маленькую. У него секса не было 3 года. А 3 года это почти 30% его жизни. Сколько коты живут? Собаки 15 живут. Больше. Страдает маленький. Ну что, мы успели спасти наше убежище до прихода часа. Не вот сейчас бегает случайно. Вроде все нормально, пока не разрушили, все живы. Мы задание выполнили. Дракон уничтожен. The Black Dragon killed Green Venom Tongue, didn't she? Damn her to Oblivion's darkest realm, and damn me for sending another brother to his death. But what else? Tell me the rest, assassin. Зеленый язык того очередной жертвы черного дракона. Обливион ее побери. Я тоже хорошо опасал еще одного брата на верную смерть. А еще что случилось? Я слушаю, я убийца. Я убил черного дракона. As it was ordered, so was it done. I'm impressed, assassin. Lyra turned her back on the Night Mother and killed so many of the family, but you brought her down. The void gathers all souls. Как But и было something else приказано. troubles you. Talk to me. И я под впечатлением убийца. Лира отвернулась от матери ночи, убила многих в нашей семьи. Но ты справился с ней. Пустота пожирает все души. Я вижу, что тебя что-то беспокоит, не хочешь сказать? Примес, а то и знает, где находится убежище. Брема рассказала перед смертью. The Black Dragon made our sister talk. I'd bring Lyra back to life and kill her again if such was within my power. Arturius knows our location. As soon as he gathers the courage, he'll send the Order of the Hour against us. Черный дракон заставил нашу сестру говорить. Если бы могла, я бы вернула Лиру к жизни и убила ее снова. Артурия знает, где мы. Набравшись храбрости, он пошлет за нами Орден Часа. Ты правда думаешь, что Орден Часа атакует убежище? Eventually. When Artorius feels the time is right. But he'll hesitate to make the first move. To send his soldiers into our Viper's nest. We have time to prepare. In the meantime, I'll confer with the Speaker. When you return, the Primate will die. Рано или поздно, когда Артурий поймет, что пришло время, но долго он не решит сделать первый шаг. Послать своих солдат в наше знаменитое гнездо. Так что у нас есть время подготовиться. Я пока обсужу ситуацию с уведомителем. Когда вернешься, Примус умрет. So the new blade brought down the Black Dragon. And I didn't expect you'd survive your first contract. All our brothers and sisters murdered. But we are safe now, right? The Black Dragon's dead. The assassin ended the threat of the Black Dragon. But we won't be safe until Artorius joins her in the Void. But the Primate speaks for Akatosh. Isn't that blasphemy? It can't be blasphemy if we don't adhere to that religion, Hilda. I want to plunge my dagger into him. Once for every brother and sister he's killed. Artorius will die. You have my word on that. And you'll each have a hand in the slaying. Now move. We have preparations to make. Так, нас ждет гильдия. Гильдия убийц. Вернее, гильдия воров. Нужно покинуть гильдию убийц и пойти в Грейт Дейрой.
надеюсь, это все будет без моего участия. Нет дела уже. Мне Скайрим идет. Скайрим. Я еще дела не сделал проклятие Хью и не сделал дела. Золотом берегу. Ну, вот все, надо опять работу выполнять. Не успел, Assassin, they need you at the sanctuary. не успел я убить это, не успел я убить дракона, как теперь надо мне опять возвращаться. Мне, наверное, это глава гильдии будет очень недовольна. Ну ладно, пойдем выполним задание. There's something happening at the sanctuary. That old crow, the speaker, he asked for you specifically. Мы встречаем прекрасную арчиху по имени Гораздо. Она говорит: убежище, что происходит? Удивитель, этот старый Крошин хотел тебя видеть. Что происходит, Гораздо? You killed the Black Dragon, right? My guess? It's time to murder the primate of Akatosh. Ты ведь убил черного дракона, верно? Думаю, теперь пришел черед примаса Акатоша. Почему тебе так кажется? Everyone's getting ready for battle. Even Astara has left the sanctuary. The only one still there is Speaker Tyrannus, and he asked that I send you to him as soon as I saw you. Best not to keep the speaker waiting. Все готовятся к сражению, даже Астар покинул убежище. Единственный, кто остался, это Террен. Он попросил направить тебя сразу к нему, только ты появишься. Лучше не оставляй его вечно ждать. Когда я пойду, узнаю, что нужно уведомить Террену. Так, ладно, меня опять ждет гильдия. Опять гильдия ждет. Пускает меня гильдия. Так, убежище темного братства. Что там с Терреном? Я хочу продвинуться по ветке проклятия Хью, но тут не отпускают. Ну что ж, Террен. Мы встречаем нашего этого знакомого из РЗТО-4, из Ордена Люсаминадос, Террен. Что он говорит? The Black Hand has studied the situation, and we have devised a strategy for dealing with the Order of the Hour. We will strike first, attacking from the shadows and winnowing their numbers while you stalk our true enemy, Primate Artorias. Черная рука изучила ситуацию. Мы разработали стратегию борьбы с Орденом Часа. Мы атакуем первыми, нападая из теней, сокращая их численность. Пока ты будешь подбираться к нашему главному врагу, Примусу Артория. Что мне делать, когда я доберусь до Артория? I want you to kill Artorias and fill the void with his blood. Let the Order see what it means to challenge the Dark Brotherhood. Show them what happens when you hunt the hunters. But reaching Artorias will require all of your brothers and sisters. И я хочу, чтобы ты убил Артория и наполнил пустоту его кровью. Пусть Орден увидит, какие последствия ждут тех, кто бросает вызов братству. Покажи им, что бывает с теми, кто охотится на охотников. Но чтобы подобраться к Арторию, тебе понадобится помощь всех братьев и сестер. Всех наших, но ведь речь только об одном человеке. One man who hides behind thick walls and a small army. We sent Tannik to Gvatch to find a way to breach the cathedral's defenses. Astara and the rest of your brethren will follow after you. Get to Artorias and kill well, assassin. И этот один человек прячется за толстыми стенами, и охраняет его небольшая армия. Таннек уже в Фаче, уже ищет способ прорвать оборону собора. А старые остальные братья пойдут после тебя. Доберись до Артории и покончи с ним, убийца. Артория умрет. Meet Tannik in Gvatch.
He should have had plenty of time to find a way past Artorius' defenses so that you can enter the cathedral. Other members of your family will join you once the way has been opened. Найди Танника в Кваче. У него было достаточно времени, чтобы найти обходной путь в собор, минуя стражников Артория. Как только путь будет открыт, тебе присоединятся другие члены семьи. Почему Арторий решил выступить против братства? As some in power reach higher levels, the rungs they stand upon become more tenuous. I assume that since Artorius once used the Brotherhood to rise to the top, he began to worry that someone would do the same to stop him. He decided to strike first. Чем выше человек забирается в иерархии власти, тем больше уязвимым он становится. Когда Арторий использовал братство, чтобы забраться на вершину, теперь он боится, что кто-то сделает то же самое с ним. Он решил ударить первым. А где Старая? Я думал, она будет давать мне указания. These orders come from the Black Hand. Besides, your matron has another task. She leads your brethren on a hunt to pick off the Order, reduce their numbers. They'll be at your side when you need them most. Эти указания идут прямо от черной руки. Will die. Кроме того, у Матроны есть свое задание. Она возглавляет нашу семью на охоте. Ее отряд будет убивать членов Ордена, скачать их ряды. Они будут рядом, когда тебе понадобится помощь. А теперь Примус, а затем Примус умрет. Арторий правда совершил черное таинство? Does that surprise you? People from all walks of life seek the services we provide. Nobles, priests, commoners. It makes no difference to the Night Mother. Artorius wanted to become primate. He asked us to remove his predecessor, and we complied. А тебя это удивляет? Наши услуги нужны людям всех слоев общества. Знать, жрецы, обыватели, для матери ночи нет разницы. Арторий хотел стать примусом. Он попросил нас убрать его предшественника, и мы согласились. Как нам сражаться против Орденчаса? У нас же целая армия. And we're a collection of lone assassins. I say let them come. Let them march into our empty halls as the shadows close around them. We are those shadows, cutting them down one by one. When night falls upon the Order, it will be everlasting. А мы группа одиноких убийц. Пусть нападают, пусть войдут в наши пустые залы, где их будут ждать лишь тени. И за этими тенями будем мы, вырезая их одного за другим. Когда для Ордена наступит ночь, она не закончится никогда. Ну что, пойдем? Патч. Боже, мои услуги все еще нужны на Золотом берегу. Проклятие, Хью подождет. Ну что, там какие-то воры, там воры сидят в каком-то каком-то танке. Ну танк, это тестерна же. Сидят в танке. Танки для молока. Танки. Для убийц.
сокровищ западного Скайрима. Спасение. Да, богат золотой берег. Где-то здесь есть квест. Что там надо сделать? There must be some way to convince her. Stubborn girl. Хитрая Лериса. Isn't that funny? I was just thinking about you. What brings you to this pious city? No, wait, don't answer that. I don't think I want to know. On the other hand, if you're interested in a little mischief, I could really use your help. Знакомый NPC, где-то мы ее видели, хитрая Лериса. Забавно, я как раз думал о тебе, что привел тебя в этот город праведников. Нет, даже не отвечай, я не думаю, что мне стоит на это знать. С другой стороны, если хочешь немного пошалить, я с радостью приму твою помощь. Что ты задумала? Oh, just discrediting Grand Chanter Surus and his Society of the Dragon. They claim to be a religious order, but they're nothing more than a cult that loves Akatosh a bit too much. And anyone who questions their faith tends to disappear. О, я лишь хочу дискредитировать великого певчего Сура и его общество дракона. Он не называет себя религиозным орденом. На самом деле это просто культ, который слишком сильно любит Акатоши. И каждый, кто сомневается в их вере, бесследно исчезает. Почему тебя волнует какой-то культ? I didn't until my sister Jocelyn joined them. She has no idea what Surus does to people. Take these notes and preach the word of Boethia around town. After the Grand Chanter arrests you for heresy, my sister will see how he treats you and leave. Он меня не волновал, пока с ним не моя сестра Джаслин, она понятия не имеет, что делать с людьми. Возьми запись и начни проповедовать в городе слово Боэстии. Когда великий певчий арестует тебя за ересь, моя сестра увидит, как он обойдется с тобой и уйдет. Как ты считаешь, это поможет? Я попробую понять заняться ересью. Just like old times. After this, first drinks on me. Now go and spread Boethia's word to the cult's initiates. Once they detain you, we'll show my sister exactly how Surus treats those who disagree with him. Just don't disappear along the way. Как в старые добрые времена, после этого выпекся на мой счет. А теперь иди донеси слово Боэтии до непосвященных культа. Когда они задержат тебя, мы покажем моей сестре, как Сур поступает с несогласными. Только смотри, не исчезни по пути. Понятно, мы еще один квест нашли. Чтобы заняться какой-то работой, когда нам нечего будет делать. Между квестами. Ну что надо делать? Рассказывай, Таник. If I had known I'd have to do manual labor, I never would have joined the Brotherhood. But I found a way into the cathedral that isn't locked up tight. It just took some digging. No, really, some actual digging. Тут сидит Таник с лопатой. Что, будем делать подкоп, что ли? Если бы я знал, что мне придется заниматься физическим трудом, я бы никогда не вступил в братство. Но я нашел безопасный способ прорваться в собор. Для этого мне пришлось копнуть поглубже. Не, правда, мне действительно пришлось копать. И где же чудесный вход, который ты нашел? Inside this mausoleum. When they expanded the catacombs under the cathedral some years back, the floor of this crypt collapsed. If you're squeamish, don't worry. Somebody was kind enough to relocate the bodies. I had no trouble expanding the hole. В мавзолее, когда несколько лет назад расширяли расположенные под собором катакомбы.
Повод крипты рухнул. Если ты брезгливый, не беспокойся. Кто-то любезно убрал оттуда тела. Не ставил туда шейдеру. Чтоб пришлось попотеть? Heavy lifting? More like heavy digging. I had to clear some rubble out of the way. But now there's a passage that's big enough to maneuver through. Попотеть? Нет, скорее покопать. Мне, конечно, пришлось открестить пару камней, но теперь проход достаточно большой, чтобы свободно через него пройти. Я думаю, мы сможем попасть внутрь. Что, катакомбы? Катакомбы, да, действительно. Узенько. When there's trouble around. We dealt with the big monster, and now I'm taking a break. Скиллами игроков играют. Astara, assassin, this way. Maybe we can get through that gate. Is it locked like the last one? I should have brought a pry bar. It's sealed up tight. We can't get through this way. Artorias really doesn't want any company, does he? Wait, someone's coming. We'll find you again, assassin. First one of you order fanatics that moves gets an arrow in the eye. What are you waiting for? Get in there and kill those murdering deviants. Above us!
stairs for the last time, murderers. That one's trouble, assassin. Prepare yourself for a real fight. Brotherhood dogs, this ends now. Enough. I'll take care of you myself. I could have handled those militant fools, but I appreciate the help. I missed all the fun. Grazda, secure this chamber. Assassin, the cathedral should be just up ahead. When you reach Artorias, I'll be right behind you. Ну блин, ты все разрушил в единственный момент. Я тебя могу пуснуть гораздо. Будем вместе быть ноуном. Move now! Assassins in the catacombs. Show me. I need healing. Left inside! Обед. Резня. Опять босс. And so, the assassins finally arrive. Time to die, Artorias. Aye, circle around. Time is my domain, murderer, not yours. Move to flank. God guide my hand. А, нет, он поставил. Protect! Assassin, strike true! I will not beg for mercy from the likes of you! Что, ты закончил разговор? To the void with you, Artorias. May the Dread Father grant you the welcome you so richly deserve. Stand tall, brothers and sisters. We are the Dark Brotherhood. Now back to the sanctuary, my assassins. We have friends to remember and a victory to celebrate. Надо выпить за победу. Игристый игр. Игристый сидр. 3 топора. Проповеди нужно делать. Do not despair. Akatosh watches over us always. Lift your weary head and give praise. Не отчаивайся, который стоит за нами. Подними свою усталую руку и помолись. Бойтесь заботиться о тех, в чьих сердцах есть цель, тех, в чьих жизнях есть место подвигу. How dare you utter such blasphemy in this holy city? The Grand Chanter shall hear of this.
May Akatosh and the Divine smile upon you this day and all the days to come. If you're interested, I can tell you all about the Society of the Dragon. Пусть Акатоши боги убавят тебе в этот день и во все последующие. Если тебе интересно, я могу сказать о обществе дракона. Бояти говорит, что богам молятся лишь глупцы и те, кто хуже глупцов. How can you say such things? You monster! Akatosh bless you, outsider. What brings you to our humble town? Да благословит тебя Акатоши, чужеземец, привлекло тебя в наш скромный город. Я пришел распространить слово истинной силы, слово Баэти, позволь мне рассказать тебе о ней. I won't listen to the lies of a Daedra worshipper. I'll summon the Grand Chanter. He'll deal with you. Lord Akatosh, the dragon god of time, brings fire in the cold of night and light in the depths of darkness. There's room for you in the Society of the Dragon. All you have to do is say the word. Владыка Акатош, бог времени, несет огонь в холод ночи и свет глубины тьмы. В обществе дракона найдется место для тебя. Только слово скажи. Мое слово, слово Баэти, она лучше Акатоши, всех богов не взятых. That's enough blasphemy out of you for one day. The Grand Chanter wants to have a word. Her sermons will live on. Your foul words have consequences, heretic. The Grand Chanter has ordered you to appear before him. Твои нечестивые слова будут иметь последствия, еретик. Великий Певчий приказал доставить тебя к нему. Что, не так? Problem? Yes, there is a problem. You're preaching Boethiah's lies to the faithful initiates of the Society of the Dragon. The Grand Chanter won't stand for that, and neither will I. He orders you to appear before him in the Chamber of Penance. Не так, да не то слово. Ты проповедуешь лживое учение Баэти, благочестивым и посвященным обществу дракона. Великий Певчий не станет это терпеть, как и я. Он приказал доставить тебя к нему по палату искупления. Помогите, кто-нибудь, помогите, мне хотят похитить. No righteous citizen of Kvetch will raise a finger to help a Daedra worshipper. Now march. If you cause further trouble, I can't guarantee your safety. Ни один праведный гражданин Квач не пальцем не пришли, чтобы помочь последователю Daedra. А теперь шагай. Если будешь сопротивляться, я не гарантирую тебе безопасность. Как скажешь, пойдем к великому певчему. Lieutenant, how has this heretic transgressed against the Dragon By God? spreading the word of Boethia to the initiates. There is only one punishment for blasphemy. Behead them. What? Isn't that a little extreme? You dare question the will of Akatosh? It doesn't say anything about beheadings in the Book of Akatosh. Silence, Initiate. Lieutenant, deliver Akatosh's justice. Is this the life you hoped for, Jocelyn? Larissa! I should have known. I'm leaving. I like the sound of that. Time to go. I appreciate you not slaughtering everyone in there. A holy bloodbath wouldn't have served us any better than you getting your head chopped off. Unfortunately, Jocelyn is as slippery as I am. She snuck away before we had a chance to talk. Я рада, что ты не убивал там всех. Священная кровавая баня нужна не больше, чем твое обезглавливание. К несчастью, Жослин такая же проворная, как я. Скрылась мы даже поговорить не успели. Значит, все было напрасно? Quite the opposite. Jocelyn fled with us, which means we gave her plenty to think about. I'd guess she's gone to one of the old Akatosh shrines along Varen's wall. Let's split up. If you find her first, politely ask her to wait for me to arrive. Как раз наоборот, Жослин сбежала с нами, значит, мы дали ей достаточно пищи для размышлений. Я думаю, она направилась к одному из старых святилищ Акатоши, расположенных вдоль стены Варина. Давай разделимся, если найдешь ее первым, вежливо попроси ее дождаться меня. Я поищу твою сестру у старых святилищ Акатоши. Remember, check the shrines along Varen's wall, and do try to keep the mayhem and slaughter to a minimum.
Чё, далеко надо скакать. I knew I would find you here, blasphemer! Die! Который хотел нас обезглавить за юридическое учение по этим. Оставим серебро, память о гибели. Do you make a habit of accosting strangers at shrines of worship? У тебя что, дурная привычка отвлекать незнакомцев от молитвы? Я ищу женщину с каштановыми волосами, это член общества дракона. Those zealots are the worst thing to happen to Kvatch in 60 years, and I've lived through 8 wars in the corrupt reign of the Longhouse Emperors. If you're looking for more of their kind, inquire in Kvatch rather than bothering pious folk. Эти фанатики худшее, что случилось с Квачем за 60 лет. А ведь я переживал 8 войн и мерзкое правление императора Длинного дома. Если ищешь таких, как они, отправляйся к Квачу, не приставай к благочестивым людям.
Приключения. Зачем отказываться от приключений? Так, это святилище я проверял? Да, тут мы оставили кусочек металла, чтобы почтить память лейтенанта, который хотел нас избавить. Это волки, вещь лютый волк. Это волк. Попадают. Ура! Это волк. Очень хорошо ценится героями. Бездушными. Бездушные купят ее. Так, мы нашли кого-то здесь. Поговорим. You're working for my sister, right? How did you find me? No, never mind. Just tell me if you're here to talk or to kill me. Мы тут встречаем сестру нашей знакомой из других квестов. Она очень такая красивая, посвященная Жаслин. Ты работаешь на мою сестру, верно? Как ты меня нашел? Хотя нет, неважно. Лучше скажи, зачем ты здесь? Поговорить или убить? Что ты сделал, что я хочу тебя убить? Oh, just those little things I noticed. Like that cold look in your eyes. Or your rants about the splendor of Boethia. Isn't killing what a disciple of the warrior prince does best? Ой, я просто заметил мелкие детали, вроде холодного близкого в твоих глазах, да еще эти разговоры о великолепии Боэтии. Разве убийство это не то, чем славится приверженец при воинственном князе? Я просто пытаюсь помочь, кстати, об этом. Yeah, about that. I'm done with the Society of the Dragon. Turns out religion doesn't really agree with the women in my family. Especially not a crazy cult with a murderous priest for a leader. Да, давай поговорим об этом. Я ухожу из общества дракона. Оказалось, что женщины в нашей семье не лаятся религии. Особенно если речь о культе безумцев, которого заправляет убитый жрец. Как ты вообще оказалась в культе великого певчего? Now you're starting to really curl my spine. I could ask you the same. Just what were you doing spouting that Boethia nonsense in Kvatch? Are you some sort of Daedra out to prove a point? Are you Sheogorath? Так, мне не особо себе. Я могу спросить тебя то же самое. Зачем ты распространяешь весь бред о Боэти и Кваче? Может, ты Даэдра, который хочет переманить всех на свою сторону? Ты Шеогарат? Шеогарат — это бог безумия и дураков в вселенной Elder Scrolls. Скажем, да, я Шеогарат, ты раскрыл мою хитрую уловку. That was unconvincing. Who taught you how to lie? Besides, even Sheogorath has too much self-respect to be involved with this family drama. Oh look, my sister's coming. What a surprise. I suppose I should put my knives away now. Тут пришла наша прекрасная сестра Жаслин, сестра, которая дала нам квест. Поговорим с ней. Это было неубедительно, кто учил тебя лгать. Да и Шагат не стал бы влезать в семейные разборки, даже у него есть чувство собственного достоинства. О, смотри-ка, вот моя сестра, какой сюрприз. Полагаю, мне стоит убрать ножи? Ножи? Какие ножи? Jocelyn, could you be any more predictable? My dear sister, I knew you'd find me. Are you here to kill me too? Хитрая Лериса. My sister appears to be safe and sound. She's surprisingly calm, even if she's still mad about what I did to her friend. That's better than I expected. Thank you for your help. I couldn't have exposed Grand Chanter Surus's corruption without you. Похоже, моя сестра жива и здорова, на удивление спокойна, даже если все еще злится на меня из-за своего друга. Я ожидал худшего. Спасибо тебе за помощь. Без тебя я не смогла вывести великого певчего Сур на чистую воду. Могу ли помочь чем-нибудь еще? That's sweet, but you've already done more than enough. You helped me show my sister the truth about the Society of the Dragon. She's safe now, and our plan worked exactly as I'd hoped. I couldn't have saved Jocelyn without your help. Thank you. Мило, с твоей стороны, но ты уже так сделал достаточно. Ты помог моей сестре узнать правду об обществе дракона. Теперь она в безопасности, а значит, наш план сработал. Без твоей помощи я бы не смогла спасти Жаслин. Спасибо. Every time you help me, someone winds up dead. Couldn't you let me deal with this myself? I didn't like the way we left things, Jocelyn. And when I realized what the Grand Chanter was up to... So my big sister sails in to rescue me. Again, tell me, how many did the Grand Chanter kill? At least 3 people since I've been paying attention. I haven't been in town that long.
So you called in Sheogorath over there? I know you're angry, but he really would have killed you, Jocelyn. I couldn't let that happen. You don't have to worry about me anymore. I'm done with the Society, and I'm done with Kvatch. But I am not going with you. Fair enough. But anytime you need me, I'll be there. I know. Goodbye, sister. Ну, мы не смогли помочь. Делись, в конце концов. Ладно, у нас следующий квест. Прибыльное предприятие. Нужно сделать следующее задание. I always knew them Palingers were up to no good. Well done. Нас кто-то узнал, что хвалил за прошлые дела. I'm on my break. Leave me to my game. Мне сейчас перерыв, дай мне немного поиграть. Я хочу спросить о печальном начальнике доков. Seek another for your troubles. I only wish to dice in peace. Иди приставай к кому-нибудь другому. Видишь, я играю в кости. Убеждение. Комар послал мне за деньгами, он явно не намерен ждать. Но я передам, слишком занята. Wait, let's not be hasty. Here's where he keeps his gold. Take a little nip for your trouble. He never notices. Погоди, давай без поспешных решений. Он прячет свое золото вот здесь. Можешь пару монет, и тебе приходит за труды. Он никогда не заметит. Спасибо за совет. Используя скиллы. Скилл убеждения гильдии магов. Раскидывая через квест. Вы меня пытаетесь...
Так, сколько нашли? Теперь надо его взломать. И нашли какие-то деньги. Что ж, заплати налоги за счет налоговой, да? Да, капитан, я сделал. Next time, I'll wound more than just their pride. A moment, Kamar. I have a visitor. My friend, you've arrived at a bad time. I'm playing host to the King of Skeevers, and he hasn't the sense to know that he's outstayed his welcome. Друг, ты выбрал не самое удачное время. Я играю роль хозяйки, которая принимает у себя этого короля злокрысов. Он никогда не поймет, что пора и честь знать. Я лишь хотел посмотреть, как идут переговоры, передать ей сбережения Камара. Ha! Negotiations! Call it what it is. Ransom. Extortion. It would save us so much time if they just dropped the pretenses and robbed me. Good work. Let me pay this fool and get rid of him. Ха, переговоры. Называй вещи своими именами. Это поборы, вымогательства. Мы бы сэкономили кучу времени, если бы они отбросили эти предлоги и просто меня ограбили. Хорошая работа. Позволь мне заплатить этому баллону и избавиться от него. Тогда не буду мешать. I'm tired of your complaining. Pay what you owe, or the Red Sails will seize this ship. Fine. Take your ransom and choke on it. There now. Was that so difficult? Difficult is keeping my claws from ripping out your throat. I almost bit my tongue trying not to laugh. Kamar doesn't so much strut as slosh about like a half-filled water skin. He's completely oblivious to the misfortune that just visited him. It's too much. Я чуть язык не прикусил, пытаясь захохотать. Камар уже про свой важный вид забыл. Шатается по сторону, как полупустой бердюк. Он понятия не имеет, какая неудача его постигла. Это слишком. А не опасно говорить с ним в таком тоне? It was what he expected of me. Being too quick to accept defeat may have aroused his suspicion. He seemed convinced, so he may not notice the theft for some time, let alone suspect us as the culprits. Но именно этого он от меня и ждал. Если бы я сразу сдалась, он бы заподозрил неладное. Похоже, его ничто не смутило, а значит, он еще какое-то время не заметит кражи. А если заметит, вряд ли заподозрит нас. Теперь я хочу получить свою долю. Here. That's most of what's left after I paid off that walking canker. Thanks to you, I might break even on this voyage. Enjoy your time in Anvil, friend. I hope to never see these despicable docks again. Держи, это большая часть того, что осталось, когда я заплатил этой ходячей язве. Благодаря тебе этот рейс, может быть, окажется прибыльным. Наслаждайся пребыванием в Англии, друг. Надеюсь, я больше никогда не увижу эти паршивые доки. It'll be good to have the wind in my fur and the sea air in my nose again. I can't wait to set sail and put Anvil behind me. Как же я хочу ощутить, как ветер ерошит мне мех, а морской воздух щекочет ноздри. Жду не дождусь момента, когда я отвалю отсюда и оставлю Анвил позади. Эх, нам дали мешочек. Теперь нас ждет гильдия. Нас ждет гильдия. Дела гильдии.
опять тролль охраняет пещеру. Что ж, братство нас ждет. Луна срезает ножом, а травку руками рвет. Не проще ли ножом срезать? И вырывать с корнями. Ладно. Что там за продажа у меня? Наконец чернильница ушла. Мебель продается. Так, ну что, мы вернулись к алтарь. Welcome home, assassin. I know what occurred, but I want to hear it from your lips. Say the words, and say them loud. Мы встречаем нашего старого доброго знакомого из Resident Evil 4 из Ордена Люс Минадис в Террен. С возвращением домой, убийца. Я знаю, что случилось, но я хочу услышать от тебя. Рассказывай, да погромче. Примас Арторий мертв. Then the head of the beast has been cut off. Well done, assassin. We will reach out to Count Carolus and the Order of the Hour to make sure this ill-conceived war ends here. Значит, голова-монстр отсечена. Отличная работа, убийца. Мы свяжемся с графом Карлом и Орденом Часа, чтобы убедиться, что эта глупая война закончилась. Уведомитель, у вас осталось еще какие-то дела? Regarding Artorias and the Black Dragon? No. That threat has passed. But there is one more thing. Step back, assassin, and prepare yourself. Касательно Артория Черного Дракона? Нет, эта угроза миновала, но осталось еще кое-что. Сделай шаг назад, убийца, и приготовься. Sweet mother, look upon your child and smile. For the unworthy have been cleansed in blood and in fear. His heart shines with the color of night,
His song sings with the music of life. His gaze inspires fear and his hands grant the gift of death. The Dread Father acts through him, and his work has just begun. Step forward, loyal brother. Step forward, my silencer. Hail Sithis! Красиво, красиво, да. Прям как это в неустрашимых будто меня приняли. Так, теперь нас ждет безупречный план. Наш, наконец-то, Зейра нас дождалась. Наконец-то мы сейчас есть нас никто не остановит. Было бы очень интересно, если бы раз осталось нас убить за всю работу. Гораздо нас пропускает. Так, проклятие Хью нас ждет. Так. Зейра. Задание ты нам дай искать больше. Надеюсь, не надо ничего воровать. Портить свою карму. Опять Хью. Поэтому выбавлять. Дейли ежедневную есть. Видим, у человека какая-то проблема, надо поговорить с ним. This is bad. This is very, very bad. These are troubling times. When we forget the past, it has a disturbing tendency to rear up behind us and bite us in the arse. Мы встречаем пожилую бабушку Редгатку Сабеле. Она говорит, настали тревожные времена, когда мы забываем о прошлом, оно настораживающе сейчас напоминает о себе, нам это выходит боком. Какой мрачный прогноз. Perhaps, but that doesn't make it less true. Did you know that Prince Hugh buried his family's secret shame in his own ancestral tomb? It involved his mad uncle Magnifico Baraha, who tried to form a necromantic cult under the prince's very nose. Возможно, от этого не становится менее правдивым. Ты знал, что принц Хью похоронил последний секрет своей семьи в собственной родовой гробнице. Этот секрет имеет отношение к его безумному дядюшке, вельможе Барахе, который пытается организовать некроманский культ прямо под носом принца. А это было бы ужасно? Oh, most definitely. Luckily, the prince discovered his uncle's treachery and trapped the necromancers inside the tomb. Priests were gathered to create a great seal to make sure they couldn't escape. Unfortunately, pirates decided to loot the tomb. О, еще как. К счастью, принц узнал о предательстве дяди и поймал некромантов в ловушку, заберев их в гробнице. Были созданы жрецы, сотворившие великую печать, чтобы некроманты не могли выбраться оттуда. К несчастью, гробницу решили разграбить пираты. Я помогу, если помогу. Что нужно сделать? You must recharge the Great Seal. The necromancers are using the pirates' life energy to weaken it. Take my amulet, Spirit Catcher, and use it to capture the unleashed spirits. Then you can use that same energy to repair the seal. Ты должен передать великую печать. Некроманты используют жизненную силу пиратов, чтобы ослабить ее. Возьми амулет ловец духов, поймай с его помощью вырвавшихся на свободу духов. Тогда ты сможешь использовать эту энергию для починки печати.
хорошо какое-то велся какая-то задание. Come here. We have business. You've been busy. Did you realize you've provided the Thieves Guild with a lucrative opportunity? Probably not. It's all right. I won't even imply you're thick. That's how lucrative. Гуляя по южному городку, мы встречаем жительницу севера, прекрасную темную эльфийку по имени Велса. Ты был занят. Хотя бы понял, какую роскошную возможность для гильдии воров. Наверное, нет. Все в порядке. Возможно, только шикарное, что я даже забыл о твоей тупости. Выражайся конкретнее. Silverclaw's ledger? The blackmail you stole from Noshira Citadel? This is our blueprint to pulling heists just like we used to. We can hit our rivals where it hurts. Take their ill-gotten gains for ourselves. Use it to rebuild. Серебряный коготь и его конторская книга, Цитадель Ноширы, бумаги для шантажа, которые ты оттуда похитил, это наш план ограблений, тех, которым мы занимались всегда. Мы можем носить нашим соперникам удары по самым чувствительным местам, отбирать у них нажито неправильным путем, и использовать на благо себе. Звучит заманчиво. Among the blackmail, I noticed the name Farandar. He's a claw cutter, a thief who robs other thieves. Wouldn't you know, he signed on as our master of heists. Now, and don't strain yourself. Who should you speak with next? Бумага, которую предлагают использовать для шантажа, промелькнуло имя Фарендар. Он называет себя костерезом, вором, который грабит других воров. Ты ничего не знаешь о нем? Он и есть наш огнет ограблений. Так что не стесняйся, с кем, стало быть, тебе нужно поговорить. Встречусь с Фарендаром. Займем потом, да. Пока мы отправляемся к гильдии воров. Короче, криминалы. Как пройти дверь? Я так не подумал. What do you want? Okay. Воров. Жители танка, я бы сказал. Так. Какой-то квестик доступен. Ежедневный. Делик. И там... Что это такое-то? Какой-то квест еще? Записка от это. Care to earn a little extra coin on the side? It's for a good cause. Так, записка отступает бесшумно. Записка Амурио, ну это имя нашего героя. Возникло одно личное дело, требующее деликатного подхода. В нем обещана моя старая подруга. К ней надо уладить какие были разногласия. Продолжить чтение. Повторюсь, дело тонкое, поэтому я могу просить помочь только того, кто безоговорочно доверяю. Буду очень тебе признателен, если ты согласишься. Отащи меня в особняке Вельменов. Там обсудим это дело в подробностях. Вступает бесшумно. Мне встретить вступает бесшумно в верхнем районе причала Абы. Что записка? Записка от Велса. Аморио, приходи в мой сад, как только сможешь. Мне нужно с тобой поговорить. Мне нужно подправиться в Велсе и узнать, что ей нужно. Так, еще какая-то записка. Новые лица в гильдии воров. Прежде чем отправим вас красть кошельки богатых и приятных господ, нужно убедиться, что вы с этим справитесь. К счастью для вас, железное колесо убрало все патрули с причала Абы. Продолжите чтение. Обшарьте пару карманов, лучше всего работать в причале Абы, но потенциальные жертвы есть и за городом. По всему проклятию Хью. Примечание, у скорпионов нет карманов. Украйте пару личных вещей и набейте карманы сразу своей кучей сокровищ. Очистите, что нашли, и сообщите об этом мне. Подробности. Так. Back to the tomb? Your plan is to relive the guild's greatest failure? My plan is to get the Iron Wheel's boot off our necks. Так, что мне журнал? Еще один слот есть журнал. Зеро, что там хотел это?
Good, you're here. I want to learn whether Magnifica Felora's dowry was truly stolen from her family tomb. If it was, we find out who did. And if it wasn't, we complete the heist that Nicholas began. What's she gonna do? Send a second iron wheel? Ты здесь? Хорошо. Хочу выяснить, были ли похищены семейные гробницы приданные, которые владела, возможно, дама Фаора. Если мы узнаем, кто это сделал, а если нет, закончим то, что начал Николас. Чего нам бояться? Второго железного колеса? И как нам это сделать? We return to Aldenobia Tomb, bypass the deadliest traps I've ever encountered, and then scour the treasure vaults for anything we can find. Нас снова ждет гробница Альданобии. Вернемся туда, преодолеем самые смертоносные ловушки, которые я когда-то видела, и обыщем гробницу на предмет возможных зацепок. Я в деле, когда выдвигаемся. I appreciate the confidence, but too many good people died there the first time. We do this right, or we don't do it at all. Мне нравится та уверенность, но в первый раз погибло слишком много хороших людей, поэтому на этот раз надо сделать правильно, или не делать вообще. Хорошо, я слушаю. Perseus Loke can give us an edge. He's one of the few living people to set foot in Magnifica Felora's family tomb. Take Quen and collect him from his shop. Meet the rest of us on the road to Tanith by Princess Gate. Персис Лок поможет помочь нам. Он один из немногих, кто побывал в семейной гробнице, ведь вельможная дама Фаора будет от него без ума. Персис Лок у себя в магазине, сходите за ним и с ним Квен, затем встретимся на дороге Танет, врат принца. Персис Лок, а ему можно доверять? I guarantee Perseus Loke is no friend of the Iron Wheel. He's expecting you at the Diamond Thimble. And he'll be insufferable if you keep him waiting. Я уверяю тебя, Персис Лок не работает на железное колесо. Он ждет тебя в алмазном наперстке. И лучше не заставляйте его ждать, а не то он будет невыносим. Я побежал. Off to find Perseus Loke. Meet you there, partner. Everyone else, pack for a long journey. I'll bring us home safe and sound. More promises you can't keep. Пошли к Персеусу. Так, в танк зашли. А в танке находится убежище, получается. Вот это танк. Церн, это танк. Это гильдия танкистов. Танки же. Поэтому танкисты. What? Теперь надо пробраться к цели. Очень сложно сделать, когда я на по причалу Абы ведет. Bit of a mess here. Maybe the clerk can tell us what happened. Так, встречаем Мимию. This one shall lodge a formal complaint. What right has the Iron Wheel to march in here and smash our merchandise? Thugs! Thugs and hooligans! Мы встречаем прекрасную Каджитку в костюме служанки. Ее зовут Мамии. Каджитка пожалуйста над властям. Какое право железное колесо имеет ломаться сюда и портить наши товары? Головорезы и хулиганы. И сейчас Персеус Лок. That's exactly what the Iron Wheel said, but much louder and with the shaking of fists. When they bellowed his name, I heard a loud crash upstairs. Именно этот вопрос я задала члены Железного колеса, только гораздо громче и потрясая кулаками. Когда они прорали его имя, Каджитка услышала наверняка громкий треск. Громкий треск? Что случилось? A distraction, of course. The Iron Wheel rushed upstairs as he slipped down through some loose floorboards. But he landed feet first in a tub of bright dye, covered his boots to the brim. Это был отвлекающий маневр. Члены Железного колеса бросились наверх, а он спрыгнул вниз через дырку в полу. И он приземлился прямо в корыто с яркой краской. Все собаки перепачкал. То есть, убегая, Персеус Лок оставил за собой яркие следы по всему причалу Абы. That's also what the Iron Wheel said. Most of them gave chase. The rest tossed the room upon the floor and then gave chase. If you find him before they do, tell him Mamea deserves a raise. И снова ты повторяешь слова бойцов Железного колеса. Большинство из них сразу побежали за ним. Остальные перевернули все вверх дном. И затем тоже бросились в погоню. Если найдешь его раньше них, передай Мамее, заслуживает повышения.
You follow Loke's trail on the street. I'll see if I can spot him from the rooftops. Hurry! Я побежал. Это раз след. Hurry! The Iron Wheel are on his trail. What do you want? Тяжело найти. Идти по ярко-зеленым следам, да? Я, походу, провалил свет. Вот, зеленый свет. Keeping myself busy here. Вот следы куда туда идут, да? Да. Провально. Теперь нужно спасти, да? Так, следы. Не, я упал. Провалено, да? На выбор. Спасти Персио Соса от железного колеса. Спросить возможных свидетелей. Ну, наверное, прошлый свидетель, потому что там в этом лабиринте нереально вход найти. Так. Есть, давай рассказывай свидетель. И что? Опять? А вот свидетель. Рассказывай. Spare coins for an Alliance war veteran? Как император я просто не могу не пройти мимо и не дать ему денег. Не пожертвуешь монетку ветерана войны Альянса. Ты видел железное колесо гналось за хорошо одетым мужчиной? Memory's not so good, you know. Malnutrition. I hear good food can help that, but I can't afford good food. Мне от недавней память совсем плохая стала. Говорят, что улучшить можно хорошо поев, но у меня нет денег на еду. Угрожать не будем. Дадим деньги, но как я император, я не могу пройти мимо ветерана Альянса, дать ему денег. Конечно, ветерану поможем. Many thanks. This will cover 5 bottles of good food at least. Большое спасибо. Это хватит на 5 бутылок хорошей еды, может даже больше. Я помог тебе набить брюхо, а теперь рассказывай, что знаешь. The Iron Wheel caught your man. The one in charge was angry. Said they'd take him to processing because he fled. That's a patch of sand outside Abar's landing, where they beat prisoners. Here, I'll mark your map. Железное колесо поймало этого мужчину. И главное сказал, что он поплатит за то, что пытался бежать. Недалеко от почва область, место, где они сбывают своих заключенных. Давай я отмечу его на твоей карте. Спасибо за помощь. Проход.
такой? Велся? Что хотела? Took your time, didn't you? But you're here. А ты не слишком торопишься, да? Но все, что здесь. Я нашел твою записку, ты хотела о чем-то поговорить? I need your help. I was in the market when someone slipped me a letter. It might not mean anything, but on the other hand, it might be some sort of trap. Мне нужна твоя помощь. Я прогуливалась по рынку, вдруг кто-то покинул мне письмо. Может, оно ничего не значит, но может, оно ловушка. Расскажи мне об этом письме. A folded sheet of paper unsigned. It was only a few lines wishing me well. But when I unfolded the sheet, an old pressed Stargazer peony fell out. That unsettled me. Сложный листок бумаги, без подписи. Там всего пара строк, в которых желает мне добра. Когда я развернул письмо, оттуда выпал старозушный резной пион. Выбринскли. Похоже, что ты не договариваешь. Decades ago, I was Velsa Arundis of House Drez. Yes, the one built on the spoils of the slave trade. When I fled, I released dozens of slaves, gave them gold from the house treasury. I regret not seeing the look on Mother's face, but nothing else. 10 лет назад я была Велсой Арендис из дома Дресс, до того самого, члены которого занимались работорговлей. Когда я сбежал, я освободил десятки рабов и раздал им золото из семейной казны. Я сожалею, что не видел лицо матери, когда она об этом узнала. Вот вся история. Ты не видел того, кто попросил это письмо? Yes, but I didn't realize it then. I was taking a merchant to task for her prices when a half-naked Nord bumped into me. That's when it happened. He fled before I could give him a piece of my mind toward the merchant camp outside the city gates. Видел, но осознал лишь тогда, когда было слишком поздно. Я уговорил торговку снизить цену, но вдруг на меня налетел полуголый Норд. Именно тогда это случилось, прежде чем я успел научить его уму-разуму. Он бежал в сторону лагеря торговцев за городскими воротами. Что такое звездный пион? It's a flower. Others just like it blossomed all around my family home. But I left my family behind a long time ago. If this is their way of sending me a message, I need to know why now, after all these years. Это цветок. Такие росли у моего дома на родине, но я сбежала своей семьи много лет назад. И если этот способ связаться со мной, я должна выяснить, почему они решились на это после стольких лет молчания. Ты хочешь, чтобы я узнал, кто написал это письмо и почему? You've consistently demonstrated a lack of incompetence. Find out if my family sent that letter. I didn't part on the best of terms, so it could be a trap. But they won't expect you, which means it shall be slow to spring. Я рада, что ты все схватываешь на лету. Узнай, не моя ли семья прислала это письмо. Мы расстались не из самых лучших отношениях, поэтому это может быть ловушка. Но тебя они не ждут. Так что у тебя есть шанс совсем разобраться. Я узнаю, кто автор этого письма. Так. Яндекс-навигатор нас завел куда-то не туда. Я понял. Написано письмо. Тебе было очень сложно найти, но знаю, кое-кто думает о тебе и надеется, что у тебя все хорошо. Как отсюда выбраться? Я не знаю, как отсюда выбраться. Мне нужен Яндекс-навигатор. Так, найти полуголого Норда.
Куда же ведет у нас недокоммуникатор? Так, а как отсюда выйти-то? Покинуть это место? Лабиринт. Забор. Как она еще вообще тут живет вообще? Чем она, как она могла поменять просторы сиродела на вот этот сарай? Я не выбраться не знаю. Замуровали демона. Так. Go North, значит там, да? Ну это мы потом помучаемся, поищем. Так, все, нужно найти. Сказать зелье, оставить спасти персилок от железного колеса. Как его спасти-то? Я на навигатор подскажет мне, как спасти его. You saved those poor mages. Так, звери. Интересно нашли. Так, есть еще запись в журнале? Да, еще одна. My uncle went to town, but he should be back shortly if you need something. I'm still learning the business, and I'm not allowed to do anything. My uncle says I don't have a head for numbers. I say as long as my head looks pretty, what else matters? Дядя пошел в город, но скоро вернется. Тебе кое-что нужно? Я пока только учусь вести дела, но мне не позволяет ничего делать самостоятельно. Дядя говорит, что моя голова не для счета. А я говорю, важнее, чтобы пригож лицом, а не хорошим умом. Это ты подбросил письмо в сумку темной эльфийки? What? No, that wasn't me. Did you see something? There are plenty of half-naked Nords running around the Baz Landing. Oh, stop interrogating me. I'll confess. It was me. It was all me. But that's all I can say. Client confidentiality, you know. Что? Нет, это не я. А кто это видел? Да, здесь в печали полно полуголых норвов бегает. Эй, прекрати меня допрашивать, я все расскажу. Это был я. Да, именно я. Но это не все, что могу сказать. Мой клиент пожелал остаться неизвестным. Кого это очень беспокоит. Так что выкладывай. Not breaking my word is important too. But also mead. Mead is important. Держать слово тоже важно, а еще мед. Мед вообще важнее всего. Интересно, кто бы сказал твой дяде в твоих делишках? Не захочет ли он потребовать долю? You tell my uncle? That's not very friendly of you. Oh, very well. I met a Khajiit woman in Ralka when I was drinking at the inn. She paid me to deliver the letter to the Dark Elf lady here. Never got the Khajiit's name though. Sorry. Ты расскажешь моему дяде, не очень-то любезно с твоей стороны. Ну ладно, пила я в таверне Роуки, я встретил одну кажитку. Она попросила доставить письмо темной фейки, заплатила мне. Вот кажитские имена я не запоминаю, так что извини. Да, нас отправляет Роуку. Так что этот чувак спасибо подождет. Что там в марке смерти потребовалось при Чалябе?
Excuse me, please. I have a message for you. Don't recall seeing you before. So many new people coming through. Makes my head spin. Не поминаю, чтобы ты видел тебя ранее. Тут вечно какая-то толпа, только что идет кругом. Я еще одну гаджетку. Мы встречаем тут пожилого боссмера по имени Фарадан. Я еще одну гаджетку. Not at all the question I expected. You have piqued my curiosity. Why do you seek some random Khajiit? Is there some problem? Неожиданно во мне даже проснулся интерес. Зачем тебе какая-то гаджетка? С ней какие-то проблемы? Она отправила письмо своей подруге. Теперь подруга хочет с ней встретиться. Oh, well, in that case, an elderly Khajiit does work here. She's a cook, bakes the best pies in town. They really are quite tasty. But she's indisposed at present. I won't let you disturb her rest. Раз так, у нас есть одна пожилая каджитка, работает поваром, печет самые вкусные пироги в городе, пальчики оближешь. Но ей сейчас не здоровится. Я не позволю тебе нарушить ее покой. Можешь хотя бы назвать ее имя? I suppose that won't do any harm. Narani is a kind, gentle old woman, and a master baker of scrumptious pies. The people here are very fond of her, and very protective. Ну, думаю, это не причинит никакого вреда. Нарани добрая, вежливая старушка. Настоящий мастер приготовления пирогов. Все ее здесь любят и оберегают. И давно она здесь работает. That's something you'll have to ask her. It's not my place to talk about the hired help. I do believe she traveled a fair bit in her youth, though. А вот это лучше узнать у нее самой. Не думаю, что я имею право говорить за нее. Насколько я знаю, в юности она много путешествовала. Спасибо за помощь. Так, ну что ж. Гадающий цветок. Salute! Salute! Hello! Whether moonstone or gold. Yes? Keeping Who's myself there? busy here. Oh dear, this one must have fallen asleep again. Мы встречаем пожилую каджитку по имени Нарани. Your face. This one doesn't recognize it. Are you looking for a piece of pie? Твое лицо. Каджитка его не узнает. Ты хочешь кусок пирога? Я вышел поговорить. Ты отправил письмо Вилсе Рэндис. Belsa? She didn't come with you? Ah, this one was foolish to even send the letter in the first place. Or the peony. I hoped the years would have softened her memories. That she might have wanted to see her old friend one more time before the end. Вилс, она с тобой не пришла? Ах, Каджитке не следовало начинать письма из пиона. Каджитка надеялась, что годы смягчат ее воспоминания, что она захочет увидеть свою старую подругу последний раз перед ее кончиной. Она боялась, что письмо — это ловушка. Oh, stupid Narani. This one should have thought of that. She feared her terrible family was trying to lure her out of hiding. I should have signed the letter. But you must understand, when we parted, Belsa was hurt very much. О, глупая Нарани, Каджитке стоило подумать об этом. Велса испугалась, что ее нашла ее ужасная семья. Каджитке нужно было писать письмо. Но ты пойми, когда мы остались, Каджитка сделала Велсе очень больно. Скажи, что произошло. Belsa loathed her family's business. This one was a slave then, working in the family's kitchens. We fell in love. We made a plan to free all the slaves, but she thought I'd betrayed her. She disappeared before I had a chance to explain. Велса ненавидела то, чем занималась ее семья. Каджитка была их рабыней на кухне, и мы полюбили друг друга. Мы придумали план по освобождению всех рабов, но потом Велса подумала, что Каджитка предала ее, и сбежала, не дав Каджитке шанс объясниться. Зачем посылать письма? Нужно было просто встретиться с ней. This one is no longer the young and brave Khajiit that fell in love with Belsa, and it took a long time to even discover she might be in Abba's landing. Now I am old and my mind isn't what it once was. Belsa would never even recognize me. Каджитка уже не такая молодая и храбрая девушка, по уши влюбленная в Велсу. Она очень много времени ушло даже на то, чтобы узнать, что она может быть в причале Абы. Каджитка постарела и сильно изменилась. Велса даже не узнала бы ее. Я думаю, тебе стоит пойти поговорить с ней. Do you really think so? Perhaps that would be best. Enough time has gone by without this one seeing Velsa's sweet face.
Even if she's still angry, at least I can tell her that I never betrayed her. Since she didn't come here, I'll have to go to her. Ты правда так считаешь? Что ж, может быть, слишком много времени прошло с тех пор, как Кожитка последний раз видела милую личико Велсы. Даже если она все еще злится, не ранен, хотя бы сможет сказать ей, что никогда ее не предавала. Раз она пришла сюда, значит, Кожитка пойдет к ней. Хорошо, тогда вперед, причала бы. Narani, are you all right? I specifically stated that you were not to be disturbed. Easy, my friend. This one has decided that the time has come to travel and mend old wounds. The letter bore fruit. I wish you well, but we're going to miss your pies around here. Could you open a portal to Abba's Landing, my friend? Have you A heard? long Some journey bandits always looted a makes temple this of one's Arcane old bones Cyrodiil. ache. Gladly, but I can't keep it open for long. The innkeeper Where doesn't is like me their using holdup in magicka in Fort here. Sphinxmoth? This one will Far write to to the you, north. and I'll even sign the letter this time. Of course. Now, Not surprising, give me really. a moment to With the concentrate. fighting in Cyrodiil, the Imperials eat each other alive. Come, my new friend. Let's take this portal to Abba's Landing. If you dislike portal travel, then make your own way and meet me there. So good to see you. Time flows so differently for a Khajiit and a dark elf. I am old now, but Velsa... No matter. This one will be glad to see her friend again. Для темных эльфов Кожитка время течет по-разному. Кожитка уже стара, а Велса... Ладно, неважно, Кожитка будет рада вновь видеть свою подругу. Велса живет в уединенном месте, дай мне знать, когда будешь готова встретиться с ней. Ready? Oh, this one is nervous, but I am also ready. Lead on and I will follow. Готова? Кожитка волнуется, что она определенно готова. Веди, Нарани пойдет за тобой. Проведу через тайный проход. A secret passage? Velsa always loved secret passages. Let's go! Тайный проход? Велса всегда их любил. Пошли. The secret passages from my youth. You go ahead. This one needs a moment. Did you find it? Marani, is it really you? Just the sight of you opens old wounds. Oh, Velsa, I know what you saw, what you must have thought. This one never meant to hurt you. I saw you in my brother's arms. He was the worst of my family. How could you? He arrived at exactly the wrong moment. I had to do something, or our entire plan would have failed. You didn't betray us? You did that for me? It was the only way to guarantee your escape. I let the years flow by without giving you a chance to explain. Oh, what a waste. But I'll make it up to you. I'll keep you safe. Так, из-за этой игры, наверное, из-за этого квеста, наверное, запретят в России Elder Scrolls. Хорошо, что мои стримы никто не смотрит. Is this what happiness feels like? Yes. Это и есть счастье? Да, думаю, именно оно. Похоже, ты рада вновь меня видеть на ране. I had no idea this would be the result of sending you to find a half-naked Nord. The last time I saw Narani was quite unpleasant. There was poison in that wound. I don't think it ever truly healed. Я и подумать не могла, что погоня за полгода Нордом закончится этим. Наше оставание с Нарани было очень неприятным, как будто на открытую рану прыснули ядом. И эта рана до сих пор не зажила. Это уж точно, характер у тебя тяжелый. You reunited me with my one true love, so I choose to ignore that.
I hope there's time to share a few lasting moments before all is said and done. Ты помог мне воссоединиться с моей истинной любовью, поэтому я сделал вид, что не слышал твоих последних слов. Надеюсь, мы все-таки побудем вместе, прежде чем все закончится. Вам обеим нужно многое наверстать. All these wasted years, we've missed out on so much. Narani wears them like a cloak, though with grace and style. I am grateful you convinced her to come here. Мы упустили столько возможностей эти годы. Нарани носит их как тяжелый плащ, сгорат изяществом. Я очень благодарна тебе за то, что ты убедил ее прийти сюда. Narani, you must be tired after the journey. Relax and we'll talk later. I know we have so much to tell each other. Безупречный план. Нам нужно как-то спасти Фу. Так. Сказать серии бросить. Я захватил деньги. Так. Где на карте находится Персиус Лок? Да. Значит, это вариант злодея против его. Вот это нужно найти Персиус Лок. Я над навигатором. Ну что, пойдем спасем Персиус. Спасем ус круга, железного круга. Ветеран радио нам очень много времени. Пойдем спасем его. Any of you for a pillow? The ground is very cold. Afraid my rump may fall off. Perhaps some water to wash out the dye? Though I could make this work with a proper sash. Never mind about the water. Так, интересно у него британский акцент. Thank the eight. I've been trying to annoy these clods so they'd check on my bonds. Then I could clobber them on the noggin and make my grand escape. No need for heroics on my part now. Хава 8. Я хотел вывести этих баллонов из себя, чтобы они подошли проверить, надежно ли я связан. Когда я стукнул их по башке, совершил был грандиозный побег. Теперь нет нужного геройства. Ты в порядке? They barely touched me. Just enough to tie me up. Didn't want to get any dye on them. I knew it was a bad look. I didn't tell them anything, if you're wondering. They don't know where to meet Zira at Prince's Gate.
С затмения они ко мне ни разу не прикоснулись, видимо, не хотели испачкаться в краске. Я знал, что выживу неважно. Я ничего не сказал, они не знают, что зверь ждет нас у врат принца. Ты сможешь туда добраться? Yes, I think so. Don't worry about an escort. I'm no longer tracking Dai behind me. I'll lose them along the way. See you at Prince's Gate? Да, наверное, не труждайся себя сопровождением. Я больше не оставлю с собой следов из краски, они меня не выследят. Встретимся у врат принца? Хорошо, давай я тебя свяжу. Thank you. Should you ever redesign your thieves' garb, ask for my consultation. Теперь идем к двери. Так, находим Зеру. Какая-то мастерская. Так, еще какая-то трава нашлась. Я думал, уже почти дошел. Тут какая-то мастерская какая-то попалась. Зейра. Ой, я слышу звон. Корня нет. Everyone's accounted for. Did you have any trouble? Все уже собрались, не было проблем по пути сюда. Ничего такого, с чем я не справился. Then we leave for the kingdom of Tanith. The route is tricky and will be considered bandits if we're caught. But getting to the tomb isn't what worries me. If anything happens, well, it won't. Because I can count on you. Ready? Тогда может отправляться Тан. Путь не близкий, если нас поймают, сочтут за разбойников. Но меня волнует не дорога до гробницы. Если что-то случится, нет, не случится, поэтому я верю тебе. Готов? И готов отправиться в гробницу. Гробница Аль-Даноби. Так. Версию слов, значит, что скажешь? If I may, there is an alternate path inside the tomb. It is likely full of traps, guardians, and prodigious quantities of dust. A small price to avoid the iron wheel. Если позволишь, существует другой путь в гробницу. Там наверняка полно ловушек, сторожей и пыли. Но тут стоит держать внимание железного колеса. Как нам туда попасть? Head to the tomb entrance. Keep watch to the side of the path, the right side.
you should notice an old trail leading to a sealed entrance. Simply clear the way, and I shall join you to open the door. Иди в сторону главного входа гробницы, но по пути там увидишь справа старую тропинку, ведущую к запечатанному входу. Около него встретимся и помогу тебе открыть дверь. А внутрь ты не войдешь. Oh my, no. The things inside would most certainly kill me. I do know the trick to the door's hidden latch. The rest, I'm certain you can handle yourself. Нет, конечно, внутри меня ждет наверняка смерть. Я знаю, что у двери есть скрытая защелка, я могу открыть, но дальше тебе придется полагать на собственные силы. Вера. The last time I was here, the iron wheel wasn't camped in front of the tomb. Perfect. Последний раз, когда я здесь была, в двери не дежурили члены Железного Кольца. Просто замечательно. Что будем делать? Scout ahead and find us a way inside. Clear the way if you care to. The iron wheel can't exactly call for reinforcements. You could also sneak past them. We'll track your progress and follow in your footsteps. Отправляйся вперед, попробуем пробраться внутрь. Если будет нужно, примени силу. Отсюда Железное Колесо не сможет назвать приготовление. Ты можешь просто подкрасться мимо них, мы последуем за тобой и последуем твоему примеру. Есть ли другой путь внутрь? That's why we brought Perseus Loke. He said something about a side entrance. Speak with him before you go. Именно этот случай у нас на Персиус Лок. Он что-то говорил о боковом входе. А спаси его. Хорошо, я проведу вас внутрь. Так. Говорил, здесь боковой вход. There it is! One moment, and I'll have it open. I hope. There we are. Watch for traps in there. The Yokudins did love their traps. Все, можно заходить. Так. Так, кто это такие-то статуи, ловушки? Как больно-то. How are we supposed to get through? Ask Zira. She knows how to do everything in this place, unless it's stealing a dowry. No idea. Last time, Nicholas had me watch the passage behind us. There must be something in his journal. Anything useful? Nicholas loved his puzzles. You're welcome to try. Так, в комнате найдете несколько свитков. Выцветшее писание Акишу, Клинка, выцветшее писание Булиза, Змея, выцветшее писание Нишки, символ гордости, выцветшее писание Пунта, ученого. Однако свитки выставили до такой степени, что невозможно прочитать, поэтому нужно вам нужно будет прочитать выдержку журнала объявления Аль-Даноби в центре комнаты и послать, которым следующее. Тумака стоял на севере, его окружали Акишу, символизирующий клинком, Бухлит символизирующий змеей. Майя смотрела на юг, а Нишка на пункт символизирует. Идите к вам двери, обнаружите, что вы можете повернуться и слышать топов. На каждом из них
3 символа. Давайте откроем в этот раз. Текстовый ЦУ от времени. Текстовый ЦУ от времени. Текстовый ЦУ от времени. Текстовый ЦУ от времени. Теперь читаем вот это. И еще узнаем, как разгадать загадку. Начните с левой части двери. Слева направо поворачивайте 3 рельефных колеса, пока не появятся следующие символы. Так, меч. Свиток. Дальше. Воин. Похоже на воина. Дальше факел должен быть здесь. Факел или что? Свиток. Воин. Факел. В темноте ничего не видно. Дальше идите в правую часть двери. Написано на трех колесах. Символы. Змея. Змея. Дальше. Воин должен быть. И меч. Well done. Come on, let's go. Слава техножрецам Марса за разгадку загадки. The journal says this chasm is called Shinji's Truth. Last time we never made it across. I can't see the bottom. Is there a bottom? Throw yourself in. We'll see how long before we hear the splat. Quen, walk softly. Look for hidden doors or switches. Velsa, you're with me. I need your help to walk Maluk's path. And what of your protege? Watching my back, should anyone try to stab it. Let's go. Forgive me, my old friends. What did you say? Nothing. Velsa, do you see that panel? Put your hand on it until I say otherwise. For what reason? When I set foot on Maluk's path, an aura of light will surround me. The darkness cannot harm us as long as you touch the panel. So, what can harm you? We could fall to our deaths, or the creatures within could devour us. Well then, enjoy yourselves. Velsa knows what to do, but we should speak before we cross. On the other side of Maluk's path is Tall Papa's Ewer, a very fancy name for a big vase. According to the journal, we'll need sacred ashes from inside the vase to reach the treasure vaults. So, На другой стороне this тропы is it. Маука находится кувшин высокого We папы. should Название get going. красивое, но по сути это просто большая ваза. Если верить дневнику, чтобы добраться до сокровищницы, нам понадобится священный пепел из этой вазы. Вот и все. Нам пора идти. Что не так? This is where they died. Edda, Dalder, and Nicholas, swallowed by the darkness. I'm sorry, I can't talk about this. Они No погибли use здесь. reliving the past, or regretting it. Далдур, Николас, их поглотила тьма. Прости, мне трудно об этом говорить, нет смысла заново переживать и сожалеть. Я с места не сдвинусь, пока не расскажешь, что нас ждет. That's fair. Talking about it might calm my nerves. The darkness is unnatural. Breathe it in and it sickens you. To make things worse, the Guardians on the path attack anyone not of Denobia's bloodline. And then there's the path itself.
Справедливо, возможно, рассказ поможет тебе успокоиться. Это не простая тьма. Вдохнешь ее, и тебе станет плохо. А еще на пути нам встретятся стражи. Они нападают на всех, кто не принадлежит к роду Данобии. И остается сама тропа. Что не так с тропой? It twists and turns. You don't know where you're going until you're out there. You'll see what I mean. Keep your wits about you. Stay with me inside the light and we'll make it through. I won't let anyone else die in here. Она извилистая и непредсказуемая. Не знаешь, где окажешься, пока не сделаешь шаг вперед. Ты поймешь, но я имею в виду. И оставь свои остатки при себе, держись рядом со мной в аурисета. И у нас все получится. Я больше никому не позволю здесь умереть. Хорошо, я готов. Here we go. Don't wander, or the darkness itself will flay you alive. We're still moving. Keep holding the panel. To their bodies. And where is Nicholas? I could hear their screams as I held the switch. I had to do something. I couldn't. There's no end to the darkness. Zero. My arm's getting tired. Don't you dare release that panel! Antagonize it. We made it. That must be the vase. Sorry. Tall Papa's you. Wait. That lamp belonged to Nicholas. I watched it go out. I heard him die. Falura must have come here to investigate. She could have picked it up and brought it here. Nicholas couldn't have survived. That lamp definitely belonged to Nicholas. Эта лампа точно принадлежала Николасу. Откуда такая уверенность? I procured it for him. I saw him drop the lamp. It hit the path and went out. And all I remember is darkness and pain. Потому что я ему дала. Я видел, как он выпустил лампу из рук. Она упала на тропу и скрылась из виду. Все, что я помню дальше, это тьма и боль. Ты была на тропе, я думал, ты держала панель. I... Just grab the ashes so we can leave. I don't want to spend any more time in this place. Я просто возьми пепел, пойдем отсюда. Я больше не могу здесь находиться. Bring the ashes. We should return to Quen and walk softly.
Velsa, you could let go of the panel. I know what you did. What? I know how they died. How you killed them. That's low, Velsa. Even for you. Always had to be the hero. Be the Guildmaster's darling. You're cracked. I didn't need anyone's approval. You held the panel. From here you saw the creatures closing in. You thought you could save them. Only you! So you released the panel. Grabbed your weapon, rushed out to meet them. I could have saved them. Because in your head, you are the hero. But the light faded. The darkness rushed in and ate them alive! I tried to reach them. And the darkness tried to eat you alive, so you had to recover from your wounds. That's why you didn't return to Abba's landing. At least not soon enough. I crawled from the tomb. The darkness. You can't imagine the pain. You were the only one who could have warned the Guild. Who could tell them the Iron Wheel was coming. Velsa, stop. Zira, you were never the hero. You were always a thief. Now, you're just a shadow. Gwen, it's a bad idea. Words escape me. Someone tell me what I'm seeing. We heard strange noises in the chasm. Stone grinding against stone. Gwen, well... I found this invisible bridge. So you followed my advice and threw yourself into the chasm. The ashes. Spread them on the bridge to see where it leads. And Gwen, get back from there. Clear the way. We'll be right behind you. The door to the treasure vaults, just through this crypt. Do all crypts come with whatever that is? Every tomb needs a guardian. And old Yokurin saying, wasn't it? Your introduction is formless and without grace. Recite Denobia's maxim. That's alarming. Velsa, Gwen, walk softly. Stay back. If it's hostile, we'll handle it. Recite Denobia's maxim, or you shall be deemed trespassers. It must be some kind of passphrase. If you have any ideas, now's the time to call them out. You can't seriously expect us to. Falora! Yakuda! Passphrase! Gaiden Shinji! Idiots. Velsa, you aren't even trying. Trespasser! Denobia's justice falls upon you! Так. Найти способ пробраться. Ну что ж. Третий сейры, так. Так. Пересеките ветвь травы, победите стража перед хранителем сокровищ. Третий зеры, убежище в пустыне. Перенесите уговоров. Так. Награда. Пустынное убежище Николаса. Обыскать сокровища. Когда вводите сокровища, вы заметите, что все пусто. Это значит, что случилось. Так, это не то. Зачистить меню тобой. Так. После того, как страж сокровищница гигантская скромный гид по имени Вакайн качественно нападет на вас, бой может быть жестоким долгим. Как он призывает к бою меньших, и гид
вы должны их победить. То есть можно как-то решить с голом, видимо, через пароль. Но... Видимо, нет вариантов, как биться с этим мини-боссом. А где Зэр это? Он объяснил, что чудески там вообще произошло. Руки трогать. Так. Так, поскакали. Signed by Kosh? What are those doing here? Nicholas had a disguise kit just like this one. In fact, this is his disguise kit. Look closely. There's a hollow crystal with... Is that blood inside? Whose blood? Ancient Yakutan coins, stamped with the likeness of Denobia. Those must be from the dowry. I know how Nicholas survived Maluk's path. Я знаю, как Николас выжил на тропе Маука. Правда, как же? The crystal must contain Aldenobia blood. Maluk's path would ignore you if you held it. You'd need a lamp to find your way through the darkness so you could grab a handful of ashes. From there, all you'd need is the Crypt Guardian's passphrase. Кристалл наполнен кровью Альданобии. Тропа Маука не причинит вреда, если у тебя есть кровь этого рода. Лампа нужна, чтобы рассеять тьму на пути к пеплу. После этого остается лишь сказать пароль стражу склепа.
Танаби взято точно из гробницы. Сказал, что набор для маскировки принадлежит Николасу. I've seen enough. Nicholas faked his death and stole the dowry. Now he's working with that merchant lord, Kosh. To think I mourned that bastard. Я увидел достаточно. Николас имитировал свою смерть и украл приданное. Теперь он заработает с теми торгомордом Кошем. Я ведь оплакивал эту ублюдка. Что теперь? Nicholas would have kept such a thing from the guild. The less they know, the less trouble they'll cause. But I'm going to tell the Thieves Guild. I want them to cause a world of trouble, and I want to lay it all on his doorstep. Let's go. Николас скрыл будет от членов гильдии. Чем меньше они знают, тем меньше наделают бед. Но я скажу всю гильдии воров. Я хочу, чтобы ты и ее члены наделали целое море бед. Я утоплю Николаса в этом море. Пошли. Ладно, я в Волгу, встретимся там. Замуровали. Очередное приключение произошло там. Мы переживали за этого чувака с британского танка. Просто поймали его, связали. Помогли ему бежать. Бился, душил, что она взяла, погубила Николаса. Николасом все хорошо. I told the guild about Nicholas betraying us. Walk softly took it in stride. Quen gave me a hug, and Elsa walked off without a word. All in all, better than expected. Я сказала гильдии о предательстве Николаса. Ступает бесшумно, принял это спокойно. Квин обняла меня, Велса ушла, не промолвив ни слова. В общем, они отреагировали лучше, чем я ожидала. Каким будет следующим шаг гильдии воров? The Iron Wheel is a hurricane that blew into port and smashed everything in its path. Nicholas and Kosh are the ones who set it in motion. Now, we learn what they hold most dear. Then we take it from them. Железное колесо как ураган обрушилось на порт, сметая все на своем пути. Виноваты в этом только Николас и Кош. Теперь нужно узнать, что для них дороже всего, и забрать это. Nicholas taught me how to be a thief. I knew him for over a decade. Trusted him. Not much else to say, is there? Николас показал мне, каково быть вором. Я знал его больше, чем 10 лет, доверял ему. Что же еще можно сказать? Гробница Альданоби. Я хочу обсудить, что там произошло. What about? Что именно ты хочешь знать? Велса обвинила тебя в том, что случилось на тропе Маока. Velsa was right, and I don't say that lightly. I am responsible. Edda and Dalder died because of my mistake. Nicholas. I can only pray his death is far worse than what happened to the others.
Илса была права, я этого не отрицаю. Я в ответе на случившееся. Эдда и Даудур погибли из-за моей ошибки. Николас, я могу лишь молиться, чтобы его смерть была мучительнее того, что испытывали остальные. Догадалась, что задумал No. Николас? He seemed a bit distant before we first went to Aldenobia Tomb, but it was also the biggest heist we'd ever pulled off. Nothing prepared me for this. Нет, перед Илской он вел себя немного отстраненно, но ведь гробница Альданоби была самым крупным нашим ограблением. К тому же я была не готова. Амурио, рядом с логовом есть одно место, куда я часто прихожу, чтобы собраться с мыслями. Можешь взглянуть туда, когда будет свободная минутка. Мне нужна твоя помощь в одном личном деле. Квен. 5 минут горчицы ничего не значит. Квен ждет меня, нужно встретиться с ней. There you are! I've got news for you. You hear about the wedding? Слышал о свадьбе? Свадьбе? Чьей свадьбе? Magnifica Falora, the one with the missing dowry. Kosh found it, returned it, and now she's agreed to marry him for the future of Tanith, for some drivel. Zira thinks our old guildmaster is behind this. She wants Nicholas to pay for betraying us. So do I. Вельможная дама Фалора получила назад свои приданные, а вот теперь вынуждена вступить в брак. Кош нашел его и вернул, и она согласилась выйти за него ради будущего Танета или что-то в этом. Зера считает, что за всем этим стоит наш старый глава гильдии. Она хочет, чтобы Николас заплатил за это предательство, и я с ней полностью согласна. Ладно, обсудим это, я и Зера. Last I saw Zira, she was pacing about in the den, going to put a furrow in the floor if she isn't careful. Последний раз, когда я ее видела, Зера мерила шагами логова. Скоро полностью протопчет. Почему вельможная дама Фаора выходит замуж за Коша? You sound like Thrag, going on about the whims of nobles. Go ahead, ask him and feel your head start to spin. My head's spinning right now, in different reasons. Ты напоминаешь мне Трага, он тоже вечно пытается разобраться, почему аристократы ведут себя так или иначе. Лучше с ним об этом поговори. Лучше приготовься к тому, что от этого разговора у тебя голова пойдет кругом. У меня уже так кружится, но по другим причинам. Ну что, снова квест? There you are. You heard about the wedding? This is our chance to repay Nicholas for selling out the Thieves Guild. Вот ты где, слышал о свадьбе? Это наш шанс отплатить Николасу то, что он предал гильдии воров. Какое отношение Николас имеет к свадьбе? Nicholas must have planned all this, stealing the dowry, using it as leverage on Falora. Now she's bound to marry Kosh, his puppet. So we're going to crash the wedding. Скорее всего, Николас все это спланировал, украсть приданное, а затем использовал ее в качестве рычага давления на Фаору. Теперь она вынуждена выйти замуж за Коша, как его марионетку. Ну, мы сорвем свадьбу. Зачем нам это? If Magnifica Falora learns exactly who she's about to marry, she'll turn the iron wheel on Kosh. And if we threaten Kosh's future, Nicholas will scuttle into the open. I look forward to stepping on him. Если вельможная дама Фаора узнает, что он на самом деле ее жених, она направит на Коша железное кольцо, а если Кошу будет грозить опасность, Николасу придется выступить в открытую. Вот тут мы его прижмем. Хорошо, скажи, что тебе нужно. Silverclaw said he'd help with invitations. Meet him at his shop, down by the harbor. Серебряный Колый сказал, что поможет с приглашением. Зайди к нему в лавку внизу возле порта. Что будет, когда мы найдем Николаса? I haven't decided. But whatever happens, you deserve to be there. Я еще не решила, но чтобы не случилось, ты заслужил право при этом присутствовать. Так, надеюсь, мы с Николасом разберемся и сюжет братства закончится. Я наконец-то вернусь в Скайрим. Ну, сделал, конечно, сайд-квесты местные. Так.
Too much to do and too little time. Too much to do, so little time. Везде это повторяет. Значит, это отсылка к разработчику. Oh, hello. Zira sent word I should expect you. Мы встречаем нашего старого знакомого черного кота по имени Северный Коготь. О, здравствуй, Зера предупреждала, что ты зайдешь. Северный Коготь, что случилось? Every important merchant in Abba's landing received a wedding invitation. Every single one. But not Silverclaw. Все крупные торговцы из причала получили приглашение на свадьбу. Все до одного, и только Северный Коготь остался с носом. Какие именно торговцы? Lord Wallavier, for one. That paranoid cheat lounges about the market as though he owns every tile on the walls. Or that lush Lady Balina. She won't even attend. Just use it as an excuse to buy another dress from Perseus Locke. She's sweet on him, you know. Ну, например, Лорд Вуавир. Этот жулик-параноик расскажет по рынку таким видом, будто каждый камушек там принадлежит ему. И это пышногрудая леди Полина. Она даже не придет на церемонию. Использует свадьбу как предлог для покупки очередного платья. А платье она шьет исключительно в период Персиус Лок. Ты в курсе, что она в него пошло влюблена? Не нужно приглашение. У кого-то из них лучше всего украсть. I dislike them equally. Lord Wallavier would keep it in his pocket. Were you subtle enough, you could take it from him. Lady Balina would certainly leave it upon her bedroom dresser. Slip past her mentioned servants and house guards to retrieve it. Я в равной степени не люблю их обоих. Лорд Вуавир наверняка таскает приглашение в кармане. Если тебе хватит смелой ловкости, можешь попробовать к нему стащить приглашение. А леди Балина, скорее всего, держит его в туалетном столике у себя в спальне. Чтобы пробраться туда, тебе придется посмотреть мимо ее слуги-охранника. Я достану приглашение. Good, good. When you do, meet me at your thieves' den. I may have experience in duplicating official documents. For my records, you see. Отлично, когда закончишь, приходи в наше логово воров. У меня есть кое-какой опыт в создании копий официальных документов. Моих документов, разумеется. How can we expect a decent forgery? I can barely read your writing. That is intentional. I write defensively. It keeps prying eyes from deciphering my ledger. Вилса подкалывает нашего кота. Как ты подделаешь почерк, если ты сайт пишешь там? Понятно. Мне кажется, что вот это здесь находится приглашение нашей Полины. Я угадал. Я за врыв. Хотя, если меня застукают, у меня же штраф появится. Штраф. Так, Гардиан. Обходим его. Приглашение на свадьбу. Так. Мы украли приглашение, и чтобы не рисковать, будучи пойманным, я сразу прыгну куда надо. Так, можешь штраф 200. Думаю, лучше его отмыть какого-нибудь стражника первого попавшегося. Я хочу отмыться. Пожалуйста, арестуй меня. Halt, fetcher! If I had a gold piece for every lowlife I had to deal with. Now get lost, scum. Scum. Сейчас сразу отмоюсь. Проблем. Главный инцел пришел.
Да, конечно, в центре климе. Так, мы возвращаемся к библиотеке. Осторожно, Феликс. Вот, вау, мне Немцов пришел. Смотри, что здесь происходит. Главный стример пришел. Так, ему логово. Так. No charge to have a look. Что дальше делать? Velsa, for the third time, I hear your concerns. And ignore them at your peril. Well, I'm in. A wedding at Ubalajad Palace? Just imagine the spread. Did you get the invitation? Whose did you acquire? No, don't tell me. I want to see it with my own eyes. Ну что ж, забыл приглашение, и как можно принадлежало, хотя нет, не говори мне, я хочу знать сам. Приглашение меня вот держи. Let me see here. And guest! Oh, this is good! The invitation allows for a single companion! Once you select your guest, you should visit the Diamond Thimble. If you aren't clothed in one of Perseus Locke's outfits, you'll stand out like a sore claw. Дай-ка взглянуть, и ваш спутник. Хорошо, значит, можно провести с собой кого-то еще. Как только выберешь пару, отправляйся в алмазный наперсток. Если твой наряд сошьет не Персиус Лок, ты не будешь выделяться из толпы, как воспаленный на какой-то лапе. Не нужно принарядиться? You don't have to dress up. You get to dress up. But your companion will need to acquire an outfit as well. So go on. I'll be over here. Тебе не нужно наряжаться, но у тебя есть возможность это сделать. Не забывай, что твоему спутнику тоже будет нужен наряд. Я буду ждать тебя здесь. The invitation will be ready in no time at all. Так. Значит, темная эльфийка. Квен. Стагает бесшумно. Ну, однозначно темная эльфийка. Yes? Why are you looking at me like that? Что? Почему ты хочешь меня досмотришь? Хочешь пойти со мной на свадьбу? You can't be serious. Ты, видно, шутишь. Я предельно серьезно хочу, чтобы ты именно ты пошел со мной на свадьбу. Why? Что? Ты важна для меня, Велса. That's... No. Absolutely not. Pull those thoughts back inside your trousers, set them afire, and bury their remains. Что? Нет, хватит. Верни свои мысли обратно в штаны, сожги их, а пепел закопай. Я не имел в виду, мне просто нравится проводить с тобой время. Well, it seems you do have some sense in your head. The wine will help me get through this, as long as it isn't the same slop from the sentient serpent. Видите, Вилса, она не такая. Ее пригласил парень, и она немножко поломалась и пошла. Так что она не такая. Она просто, эксперименты любит. С кошками. Может, она просто любила, свою кожитку, как я вот своего Феликса люблю. Хорошо, похоже, капля здравого смысла тебе все-таки осталась. Вино поможет тебе справиться со всем этим. Если, конечно, там будут не помой змея и Сенча. Так. Какая-то книжка тут лежит. Так. Отправиться на алмазный наперсток. Приоденься, как говорил Барри. Приодеться на свадьбу.
делать full try или всех перебить, как обычно? Мы там операторы решаем любые непонятные ситуации массовым контролем. A pleasure, Lady Belina. I always enjoy dressing you up. Then you should come by my mansion later to collect your payment. Have I mentioned my husband is away? 3 times, in fact. My assistant will bring you the bill. Ah, my unlikely savior returns. Zira sent word of your stylistic needs. Мой нежный спаситель. Зера сказал, что тебе нужно обновить гардероб. Она сказала, что мне нужно выбрать наряд. Как мне это сделать? Well, any of the selections you see here should fit. I have an eye for these things. Please note, the outfit shall be on loan. I humbly ask you return it with the exact same number of holes as when it left my establishment. О, все, что ты выберешь, тебе подойдет. Мне глаз наметан на такие вещи. Учти, потом опять надо вернуть. Я очень надеюсь, что в нем будет столько же дырок, сколько сейчас. А что ты предложил? Oh, that's like asking a parent to pick their favorite child. Each is special in its own way. Delicate fabrics and exhilarating patterns breathe life into whoever dons them. I don't mean to oversell it, but you shall feel born anew. Ах, это как просить родителей выбрать любимого ребенка. Каждый из нарядов по-своему особенный. Тонкие ткани, волнующий узор здешних одеяний вдохнут жизнь любого, кто их наденет. Я не хочу их перехвалить, но в них ты почувствуешь себя заново родившимся. Спасибо за совет. Oh, go with what speaks to you. The first choice is always the best one. Прислушай к своему сердцу. Первый наряд всегда самый лучший. А тебе ничего не говорит, что там не ходит железное колесо? Not after the merchant lords caught wind. It's good to be the preeminent tailor of Abba's Landing. Chief Inspector Ron Beek himself sent a personal apology. Something about excess zeal on the part of his underling. Колесо отстало от меня в тот же миг, как обо всем узнали торговые орды. Все же хорошо быть лучшим портным в причале Абы. Главный инспектор Ранбик лично отправил мне письмо с извинениями. Сказал, что обо всем излишнемся усердии со стороны подчиненных. Как стало известно, что вас ждет гробница Аль-Данаби, Зея сказал, что ты уже была внутри. Ты ступал на тропу Маука. That horrid place of darkness. Magnifica Flora tried to lead me through, but I panicked and fled. It was sheer luck that I didn't fall to my death. And if she hadn't given me that trinket, we wouldn't be speaking today. Ты в том ужасном месте, окутанном тьмой, возможно, дама Фаора пыталась провести меня по тропе, но я запонял и сбежал. Мне очень повезло, что я не разбился насмерть. Если бы она не давала бы мне тупую прикушку, мне вовсе сейчас мы с тобой не сговорили. Это был амулет? Yes. It had a crystal holding a small amount of her blood. I mentioned it to your old guildmaster when he asked about the particulars of Aldenobia tomb. It's strange. I seem to have misplaced it. I haven't seen it in months. Why do you ask? Да, на нем был кристалл с каплей крови внутри. Я говорил об этом бывшему главе гильдии, когда он просил сказать, что собой представляет гробница Альдановии. Странно, но мне кажется, я его потерял. Уже несколько месяцев я не могу найти. А почему ты спрашиваешь? О, нам тут намеки делают по сюжету. Так, ну, значит мы убираем этот костюм. Вот, по-моему, самый ок. Самый Remarkable. As though the outfit chose you. Hard to miss you in that. Какой красавчик. А для Зейра я выбираю вот это такой вот прикольный такой секси. И вот это платье. My. You don't exactly clean up, but you look absolutely roguish. I'll need my own outfit for the wedding. Something with a covered face. Ну, конечно, я ожидал от тебя другого, но выглядишь ты эффектно. Мне даже нужна для свадьбы, что закрывает лицо. Зачем Северный Кот делал приглашение для тебя? Not exactly. If Nicholas is working with Kosh, he may have given my description to the guards. I'll need your help to get inside. When you gain entrance to the palace, distract whoever watches the gates from within. I'll do the rest. Не совсем. Если Николас работает с Кошем, он наверняка дал мое описание стражникам. Мне нужна твоя помощь, чтобы прорваться в дворец. Когда будешь внутри, отвлеки внимание того, кто стоит у ворот. А дальше я уже сама справлюсь. Я этим займусь. Good.
Here's the wedding invitation, straight from the desk of Silverclaw. After you meet your date at Hubalajad Palace, present this to the gateman. I'll watch for your distraction. Хорошо, вот приглашение на свадьбу. Северный Ког только что его закончил. Когда вместе со своей парой пройдешь во дворец Хью Баладжа, покажи приглашение привратнику. Я буду ждать твоего отвлекающего маневра. Какой шикарный эльф. Босмер. You're late. We should hurry. Look at you. Such impeccable fashion belongs on the other side of this gate. Though I am a fool to request it, might I have your invitation? Это погодите, почему такой модник до сих пор находится по ту сторону ворот? Не мог спрашивать, конечно, можно взглянуть на это приглашение. Вот, держи. Yes. Everything in order as expected. Refreshments shall be served until the wedding begins. And might I compliment your impeccable timing? We were just about to lock the gates. Так, все в порядке, как я и думал. Закуски должны подать до начала церемонии. Ты появился тут очень вовремя. Мы как раз собирались запирать ворота. А зачем вы запираете ворота? Don't want any riffraff finding their way inside. A wise suggestion of Chief Inspector Ron Beek. He's to officiate the ceremony, did you know? But of course you did. Please, come in. Tonight your safety is guaranteed by the Iron Wheel and House Guards alike. Не хотим, чтобы внутрь проникло всякое отребье. Главный инспектор Ранбек дал нам мудрый совет. Кстати, ты в курсе, что проводить церемонию будет именно он? Ну, разумеется, в курсе. Пожалуйста, проходи. Сегодня твою безопасность будет хранить железное колесо и сторож дома. Так. Ну чё? Прекрасно, эльфийка, прекрасно. I've seen better weddings. Видел свадьбу получше. Надо сделать так, чтобы Зейр оказался внутри. Есть идея? Head to the wine tent, drink our own weight, and leave her to the guard. No? You're no fun. I don't know. Convince the doorman to leave? If that doesn't work, there must be a way to sow a bit of chaos around here. Пошли в палатки с вином и напьемся от души. С ней пусть разбираются стражники. Нет, ты скучный. Не знаю. Надо убить привратника, покинуть свой пост. Если не согласится, придется искать способ устроить тут хаос. Так, можно поговорить со стражником. Можно здесь устроить переполох. You brought that mutt of yours after the scene she made at the last wedding? Doshka is no mutt. She simply has a nose for the finest meats. And this time I'm keeping her far away from the food. She will be on her best behavior. Oh, what a fool. Mutts are the ones you want to keep around. Let's find a way to give Dashka what she wants. Так, нужно добиться, чтобы Дашка себя плохо вела. Так. I said the food is not ready. Now go before I beat you with a spoon. I just wanted some chicken. Что-то Миша пшеном наводит. Как взять эту тарелку себе? Acceptable. More than acceptable for the mutt. Дашка, покушай. Так, куда Дашку нужно отвезти? Идешь, Дашка со мной? Дашка, иди сюда. Тут же стол с едой. Get off the table! Someone take the dog away before this one turns it into soup. They should have watered down. Nobody's here. Perfect timing. I can't exactly climb the palace walls in this outfit. Блин, я хотел с Зейры ходить на мероприятие.
Блин, какая она эффектная. Ты вовремя. Я бы не смогла подкарабкаться по стенам дворца в таком наряде. Каков план? Before the wedding, the groom should be presented to his guests, an old Tanith tradition. Wherever Kosh is, Nicholas won't be far behind. We'll need to keep an eye on him, avoid drawing attention to ourselves. Перед началом церемонии жених должен будет представлен гостям. Это старая таницкая традиция. Кем бы ни был Кош, Николас будет где-то рядом. Нужно не спускать с него глаз, при этом самим избегать ненужного внимания. Хорошо, где Кош будет приветствовать гостей? Everyone seems to be gathering closer to the palace. You lead the way. I'll watch for Nicholas. Похоже, гости стягиваются к дворцу. Иди вперед. Я буду смотреть Николаса. Я готов. This is a nice change of scenery from the den. Продолжаем делать тайную операцию гильдии воров. Так, тут у дворца Зера. Что дальше? Или может сюда нужно проводить? Have you never looked in a mirror? Everyone, I require your attention. This is it. Stay close. Let's see if Nicholas makes an appearance. It is an honor and privilege to introduce our host for the evening. May I present the impending husband of Magnifica Flora, Lord Kosh. Welcome to my home. I must thank all of you for joining me on this momentous occasion. That's Nicholas. Please, eat and drink your fill. Soon, I shall speak to you not as a humble merchant, but as a noble of Tanith. Nicholas is Kosh? Not if we can help it, you swit. Damn it. I should have put it together. Nicholas played us. He played everyone. There was never any Kosh to begin with. Проклятие, должно было догадаться, Николас перехитрил нас. Он перехитрил всех. Никакого кошенника не было. Точно это было вообще... Как это было вообще возможно? I don't know how Nicholas reinvented himself as a reclusive merchant lord, but he managed to do so. He could have been planning this for years. Bastard. Я не знаю, как Николас додумался выдать себя за торгового лорда, но у него это получилось. Наверное, он планировал это в течение нескольких лет, ублюдок. Ну, он это украл у нашего человека с британским акцентом модельера амулет с кровью, и поэтому смог сымитировать свою смерть и подняться по карьере с главы гильдии воров до главы проклятия Фью. We need to stop the wedding. Actually, we need Flora to do so. I think this can still work. Let's split up, learn where she is and how we can reach her. I need to come up with a very convincing argument. Нам нужно остановить свадьбу, точнее нужно, чтобы это сделала Фаора. Я думаю, мы сможем это устроить. Давай разделимся, узнаем, где она и как до нее добраться. А мне нужно придумать убедительные доводы. Хорошо, давай встретимся, когда я закончу. I have so many things to say about Zira's outfit. Later, when we're back in the den. There's gristle in the camel milk, she says. Of course there's gristle. Who wants milk you can't chew? No job is worth this. The resplendent Magnifica Flora shan't require your attendance. Bah! Она сказала, в южном молоке плавают комки. И, разумеется, там комки. Кто захочет пить молоко, которое не нужно жевать? Эта работа того не стоит. Вельможная дама Фаора больше не нуждается в твоих услугах. Тьфу. Кто тебе сказал? Magnifica Flora's handmaid. Everything about her smells like roses, if you get me. Fusses over the bride like a doting aunt. She says the milk's from Magnifica Flora, but I know she drinks it herself. Some wine mixed in could loosen her up and cover up my spittle. Да, служанка вельможной дамы такая возвышенная, что даже ее мысли пахнут грозами. Не понимая, как вельможная дама Фаора ее выносит, сутится вокруг госпожи, как заботливая тетушка. Она утверждает, что молоко пьет вельможная дама Фаора, но я думаю, это делает ее сама служанка. Нужно добавить туда вина, чтобы немного ее утихомирить. И не будет так заметно, что я туда плюнула.
Если скажешь мне, где может быть вельможная дама Таора, я достану для тебя вина. She's not my patron. If you help me, I'll tell you whatever you want. The Somerset Hills 572 is subtle enough, but there's a group of fops who always hoard the bottles. Take one when they're distracted, or they're sure to cause a scene, which neither of us wants. Такая ситуация обыгрывалась в новых черепашках ниндзя. Там из мультсериала Шреддер и этот Крэнк переместились в нашу реальность и наняли на работу из этих Бибока и Робстеди из нашей современности. В итоге они казались более компетентными, чем те, которые были в 90-х годах. Но потом, в конце концов, когда уже план был достигнут, они предали своего Шреддера мультяшного и мультяшного Крэнга за то, что они проявляли неуважение. Вот опять данная ситуация обыгрывается в игре. Она мне не хозяйка. Если поможешь, я скажу тебе все, что захочешь. Самецкие холмы 572 года. Отличное вино. На свадьбе есть группа пижонов, которые припрятали для себя пару бутылок. Укради одну из них, но так, чтобы они не заметили. А то шум поднимут. Это ничему ни тебе, ни мне. Что? Украсть? Украсть ключ от кухни официанта можно. Украсть. Так, вот мы тут видим винцо. Так, мы вино украли. Вот тебе винцо. Get me that bottle, and I'll tell you whatever you care to know about Magnifica Flora. Вельможа дам Фаора, принеси мне бутылку, я скажу тебе все, что я знаю о ней. А вот Саместерские холмы 572 года. Мне удалось достать бутылку. Wonderful. Magnifica Flora's handmaid shall soon have her own bowl of milk wine, entirely free of gristle. Замечательно. Это противная служанка. Зачем только вельможная дама Фаора ее наняла? Скоро получит бутылку винного молока, в котором не будет комков. Возможно, дама Фаора, где ее искать? Master Kosh installed her in his own bedchamber. It's upstairs, you can't miss it. Don't let the iron wheels see you. They're all through the palace like beetles on honey cake. Господин Кош разместил ее в своей опочивальне. Она сейчас наверху. Ты ее не пропустишь. Только не попадись на глаза железному колесу. Во дворе полно их солдат. Так, найдите способ пробраться во дворец. Так, это кто такой? Everyone here has some. Кто это такой? Шанс того, что меня спалят. Reminds me of the old days. Speaking of which, let's find Zira and inform her we've done far more work than she. Так, ну что, мы украли ключ, и нас прикрыла наша Велса. После как мы спалились на краже. The palace is crawling with iron wheel. Lead the way. We'll follow from the shadows. You don't belong here. You have to go. Хорошо, сейчас я ухожу. Не могу ее снять. Какой-то стражник. А, нет, это не стражник, это уборщик. Как спуститься вниз, интересно. Так. I've seen better way. Так, мы видим какого-то уборщика.
I've seen better weddings. Ну еще бы ты темная эльфийка, ты много повидала, ты же старше меня, наверное, раз в 10. Хотя нет, я тоже темный эльф. Вернее, я просто я лесной эльф. Так что мы примерно одного с тобой возраста велся. Так, мы видим тут какую-то женщину, которая разбирается. Are you mad? Get out of here! Хорошо, хорошо, хорошо. Мы видим тут какого-то мужика. Прячемся. Фу. Что-то заорёте-то? Arouse the guards! Let me be clear. Leave. Так. Я формую. Тут он не поворачивается спиной, не смотрит здесь. Так. Блин, спалили. You need to go. Now! Are you mad? Get out of here! Спин, давай, срабатывает. А, что не срабатывает? Let me be clear. Leave! Я хочу перебить всех. Почему не срабатывает клинок? Вот, сработал. You don't belong here. You have to go. Хорошо, хорошо, все это. Я уже ухожу. Почему не срабатывает это? Ну вот тут ушла какая-то служанка. Не там хватает под все это, под хабар. И где же эта госпожа? Что с ней надо делать? Тоже убить надо? Вот нашли. Никого нету. Заходим. Спальню кожу. Who are you? How did you get in here? Magnifica Flora, we came to warn you. Magnifica Flora. He's a merchant lord of Abba's Landing. That's one step above the scum they scrape from ship hulls. Is there any other grand revelation before I call the guards? You are Magnifica Flora. Your political power rivals the Queen of Tanith herself. Do not allow Kosh to diminish you. Так, значит, надо с ней поговорить, да? Пообщаться нужно. Пообщаться, да? Не там книжку почитать. Книжку. Так, не хочу Magnifica Flora is a no. Так, стойка. Что там? Что на стойке? Тут обычно какие-то напитки. Да, напитки не хочу пить.
Хотя мне... Блин, Вилса. Magnifica Flora. Вилса, хватит уже залезать к мне. Так. Вечер. И здрасте, выпьем. Опять. Magnifica Flora. Фигурка легионера. Снежный кокон. Ну что ж, я обшарил, что тут есть. А вот еще тут сундук. Модель пиратского корабля. Ладно, все, поговорили. People say this is not how I imagined my wedding to be. They tell amusing stories of what went wrong, trying to outdo each other's tales. Calling the guards on wedding crashers isn't one I've heard. Why shouldn't it be the story I tell? Мы тут, перебив половину слуг во дворце, встречаем прекрасную принцессу. Зовут ее вельможная дама Фалора. Женщины говорят, не так я себе представляла свою свадьбу, а потом рассказывают, что пошло не так, пытаясь своими историями перещеголять друг друга. Но я ни разу не слышал, чтобы кому-то пришлось звать стражу, чтобы предавать попытку сорвать свадьбу. Дай мне хоть одну причину не стать первой, кто расскажет такую историю. Кош — это псевдоним. Вот ты вот найдешь того, кто украл твое приданное. А выйдешь. The Thieves' Guild stole my dowry. In doing so, they upset my standing in Tenneth. But far worse, they desecrated the remains of my ancestor Denobia. When they couldn't remove the jeweled crown from her head, they separated it from her body. Мое приданное украла гильдия воров, и сделав это, они пошатнули мой авторитет в Теннете. Но что хуже, они сквернили остатки моего предка Денобии. Воры не смогли снять с него корону, украшенную драгоценностями, отрубили ей голову вместе с короной. Все это сделал твой будущий муж, он поставил гильдию воров. The merchant lords of Abaz Landing are exceptionally crooked. They buy from pirates who raid Tenneth waters and bandits who raid Tenneth roads. But plundering ancestral tombs? That is too far, even for them. Торговые лорды причала бы не слишком законопослушные. Они торгуют с пиратами, которые вторгаются в воды Теннета, и с разбойниками, которые терроризируют дороги Теннета. Но грабить родовые гробницы слишком даже для них. Он использовал свое преданное, чтобы стать торговым лордом. Раньше он был главой гильдии воров. Kosh, head of the Thieves' Guild? You say he betrayed his own people to steal a dowry for some mad plot to marry a noble of Tenneth? If you are bards sent by my cousin, your imaginations are sorely lacking. Why not say Kosh rode a dragon? Кош, глава гильдии воров, ты хочешь сказать, что он предал собственных друзей, украв приданное, чтобы воплотить в жизнь свои безумные планы жениться на аристократке Теннета? Если вы барды, которых ко мне прислал мой кузен, вам явно не хватает воображения. Почему бы не сказать, что Кош драконий наездник? Он никакой не Кош, его имя Николас. Мы можем доказать, что за ограблением гробниц стоит именно он. With what time? My escort arrives soon to begin the wedding. I have accepted my fate, as you must accept yours. Unless you can produce the skull of Denobia herself, you can tell your fanciful stories to the Iron Wheel. И когда же? Вскоре сюда прибудет эскорт, чтобы сопроводить меня на церемонию. Я смирилась со своей судьбой, а вам придется смириться со своей. Если не покажете мне череп Денобии, будете сказать свои дурацкие сказки Железному колесу. I have indulged this madness for long enough. Так, обыскать комнату Кош. Я уже обыскал, но ладно. Magnifica Flora is indisposed. She'll be ready in just a moment. Do you intend to keep me here? Look around. There's nowhere to go. Unless Nicolas selected a bedroom with a hidden passage. Let's look around. Так, Вилса, не надо. Check everywhere. There must be a pattern. Try another combination. У меня есть множество резонов считать весну любимой из сезонов. Смотри на синь небес, на солнцем залитый лес. Не жарко ли на теплых скалах? Здесь сами боги отдыхали. Я посплю всяких мыслей в траве без колких сухих листьев. Вот почему я поставлю первую весну без разговоров. А лето, осень и зима у этих есть капризный норов. Значит, весна должна быть первой. Где тут весна?
весна доступна. Это же весна же, да? There must be a pattern. Try another combination. Так, весна, значит, она вот такая вот зелененькая. Вот, зелененькая это весна. Лето, там это раука нарисована. Так это похоже на осень. Вот это похоже на лето. Так, осень. Это, наверное, осень. А это зима. Did that cabinet just click? Щелчок из шкафа доносится. Заходим в шкаф. А вот шкаф. Вот этот шкаф, это дверь. Тайная комната открыта. Well, well. The portion of the dowry Nicholas decided not... And this must be Denobia's crown. Nicholas, you've doomed yourself. Так. У нас есть интересненького. Полка. Зера, что скажешь? I knew Nicholas kept trophies from his heists. I used to smooth it over with the guild. One of his eccentricities, I'd say. Becoming Kosh hasn't altered his compulsion. He desecrated Denobia's remains, cut off her head. Now, we return the favor. Я знаю, что Николас хранит трофеи с каждого ограбления. Это один из его недостатков. Мне постоянно приходилось успокаивать членов гильдии, возмущаясь по этому поводу. Став Кошем, он отказался от старых привычек. Он осквернил остатки Даноби, отрубив ей голову. И ему это выйдет боком. О чем это ты? I'll show Falora what Nicholas really is. She wants Denobia's crown as proof. I'll give it to her, along with her ancestor's skull. Once I have her attention, she'll listen. Я покажу даме Фаоре, кто такой Николас на самом деле. Она хочет корону Даноби в качестве доказательства. Я верну ей вместе с черепом его прародительницы. Тогда она точно нас выслушает. Делай то, что считаешь нужным. Find your way to the wedding crowd. Once Nicholas is revealed as a fraud, escort your date from the palace. I'll see you at the den soon enough. You're in charge until my return. Смешайся с толпой гостей, как только я заработаю Николаса, хватай свою пару и выбирайся из дворца, а потом быстро в логово. Пока я не вернусь, ты будешь за главного. Magnifica Falora, there's something you need to see. Шикарно. В спальне есть еще спальня. То есть, если жена надоела, можно это... Можно сидеть в подвале и пить алкоголь. Так. Теперь нам нужно вернуться обратно, да? На свадьбу. Спуститься вниз. А, вот все. What foolishness is Zira planning? Ты же не любил, какая разница до нее. Today, Lord Kosh of Abba's Landing joins with Magnifica Falora, the jewel of Tanith. It is my honor, as a duly appointed officer of the Iron Wheel, to officiate their union. Stop! There is no honor What in is this this? union. Guards! Zira? You're alive? That is... What is the meaning of this? More importantly, why do you have the desecrated remains of my ancestor?
Zero, you fool. You're drawing the iron wheel to the room. There must be some mistake. Chief Inspector Ronbeek, take everyone into custody. I want this mess sorted. Always playing the martyr. Come on, there's still time for us. Iron Wheel! Secure all exits! None shall leave the palace grounds! Question everyone here! Be thorough! I implore you to read. Rest, Nicholas. Whining doesn't suit you. Quiet, thief! You'll have enough time to them inside your cell. Take them away! Так, все, нашу голову пленили. В смысле, тут я должен сбегать? Император Сиродила не убегает. Император Сиродила проходил и гораздо более худшие, выбирался из более худших. Еще должен красный. Я армию Ковенанта и Пакта сжигал живьем в одиночку, а тут еще какой-то страж дворца мне надо бояться. Таким же стильным и модным, как был. О, какой-то камень появился. Далее. Как же его забрать? Don't be short-sighted, my friend. It's not worth it. Я тут вижу. Здесь не показано, где это находится. Так. Непонятно, где находится осколок. Хотелось бы, конечно, его забрать. Ладно, их переждали нападение. Нападение. Здесь. Так, мы передать это в этом штабе гильдии воров. Слишком большое давление на меня оказывается. Гильдия воров. Можно было самому переполох нанять на этой части и, соответственно, не допустить потерю нашей главы гильдии, да? Видимо, из
из-за этого ее здесь нету. Теперь здесь выступает бесшумно ящер. You've been busy, my friend. Так, что тут у нас? Модель корабля мы наворовали, фигурка легионера, органианские фигурки семечек, ночной горошок, 2 горошка украли, коробочка с лунным сахаром, латунный кронциркуль, набор для лимонной лови, чехол для фляжки, эхо-коробка. Так. Your date made it back. Так, ну что, мы спаслись, но глава оказалась в плену. Походу мы будем еще освобождать ее из плена. Your date made it back before you. Informed us of what happened at the wedding. Don't blame yourself. Zira told you to leave. Твоя пара вернулась раньше. Мы знаем, что случилось на свадьбе. Не вини всех в произошедшем. Зира показала тебе уйти. То есть все знают, что случилось? Yes, Zira's capture was an unfortunate turn of events. But Nicholas is the Iron Wheel's prisoner as well. A small reason to celebrate. Да, мы не предполагали, что Зира будет арестована, но Николас теперь тоже узник Железного Колеса, так что не все так плохо. А как же Зира? Magnifica Falora has her dowry, and Nicholas is behind bars. The Iron Wheel won't be here much longer. We'll have a chance at freeing Zira in the chaos of their departure, whenever that is. But that's more your call, isn't it? Вельможный дам Фалор вернул свои приданные, а Николас теперь за решеткой. Железному Колесу больше нечего здесь делать. А Зейра, у нас будет шанс освободить ее, как только начнет суматоха из-за отъезда. Но теперь твоя забота, не так ли? О чем это ты? Zira said you were in charge until she returned to the den. That makes you the acting guildmaster. Boss. Босс. Зейра сказала, что до возвращения в логово за главным стоишь ты. Значит, теперь ты исполняешь обязанности главы гильдии. Все, я теперь глава гильдии воров. Ничего себе. Just so we're clear, an acting guildmaster has no real power. But it makes you sound important, so we may as well call you that. Also, you get the blame if anything goes wrong. You know how it is. Надеюсь, ты понимаешь, что исполняешь обязанности главы гильдии нет реальной власти. Но это звание делает тебя в глазах окружающих важной шишкой, поэтому именно так мы тебя будем называть. А еще тебя будет винить во всех бедах. Ну знаешь, как это работает. Там вызвали Зейру, и что делать? Незваные гости на свадьбе. For now, nothing. Until we learn where they've taken her, there is little we can do. But we will learn. I'm certain of that. Ничего, пока мы не знаем, где ее держат. У нас связаны руки. Но мы узнаем, я уверен. Ну что ж, в следующих сериях, надеюсь, мы сможем спасти Зейру и решить вопрос со справедливостью. Накажем Николаса за предательство гильдии. Как он мог? Он был главой, а потом он взял, предал. Как он мог? Ну что, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Говорят, что либо в четверг, либо 8, либо в четверг 29 заблокируют YouTube. И я продолжу делать эти выпуски уже на Дзене. Так что изучение английского не останавливается, будет продолжаться.